Здоров, ребят. Ну что, мы продолжаем сегодня проходить РДР 2. Сюжетные миссии, собственно, мы добрались до города. И нам сейчас будут давать задания. Ну, в основном, ограбить какой-нибудь здоровенный лайнер. Потом там что-нибудь обнести, большую банду. В общем, более глобальные будут задания и больше, шустрее будет развиваться сюжет. Как сказать, ближе к концу игры. Стоять не хотим мы выйти. Сюжет, да. Загрузочки придется подождать. Ну, надо думать, игра объемная. Пока весь мир этот прогрузится. Но все равно даже приятные картинки такие, забавные. Под старину сделано. Я такие только у бабушки в альбоме видел картинки такого качества, так сказать. Черно-белые все. Красота. Интересно, как там лодка наверху оказалась? Ураганом, может, занесло? Что, знакомый домик? Не его ли мы спалили в прошлой серии? Хрен знает, ладно. Итак, смотрим, что у нас по заданиям. Короче, 2 есть в городе Сен-Дени. И как бы все, да? Странно, почему-то фотограф не появляется. Он должен быть. Может, потом объявится, я не знаю. Так, давай сначала, наверное, на Отцы Америки. Дач упомянул о том, что, вероятно, банда может помочь Эвелину Миллеру пролоббировать в Сен-Дени интересы вождя индейцев падающего дождя. Примерно помню это задание. Будут гонять, по-моему, по всей карте. А это у нас что? Джосайя Трелони, да. Это вот как раз задание про покер. Надо будет туда прийти и очень много народу перевалить. Ладно, давай сначала на вопрос. Это задание многоступенчатое тоже будет. Поэтому, да, я хочу сохраняться вот именно в этот файл. Но мы еще отдельно сохранимся, чтобы не было вот этой вот херни, типа переигрывать 8-10 часов. Но где-то вот здесь. Допустим. Так, все, поехали. Это у нас большое задание про индейцев. Кстати, надо что-то сожрать. Сейчас мы какой-нибудь провиантика надыбаем, чтобы прям все статы поднимало. Турурурум. Да, Влад Павлов. Давай. Привет, как жизнь? Здорово, да, Влад. Жизнь отлично. Сегодня у меня крайняя смена, и я выхожу в отпуск. А вчера что-то вечером чайник решил перелить в раковину и себе полруки нахрен нашпарил. Но эти как волдырей нету. Как бы все с рукой норм. Правда, полночи пришлось руку держать в холодной воде. Ошпарил кипятком, короче, рука побаливает. Но ничего, вроде играть можно. Это ошибка, я не виновен. Этого мужика поймали. Не будем вмешиваться в дела законников. Ну его нахер. Себе дороже. Да я не подхожу к вашему заложнику. Идите в жопу. А так, в принципе, в основном дела норм. Как у тебя дела? Как сам? Как настроение? Кстати, у нас лагерь, я так понимаю, вообще не очень далеко от города.
Блин. Ладно, давай чуть-чуть по закоулкам тут проедемся, потом надо с лошади слезать, потому что это чревато столкновением с кем-нибудь. Аккуратненько себе ведем. Бля, из-за тумана плохо очень видно. Что Да, это такое? Влад Павыв. У меня все нормально, нас всю школу на карантин закрыли, вот РДР прохожу. Из-за коронавируса карантин? Вот, кстати, я помню это задание. Это побочка. Мужик, который изучает электричество, за него будет несколько заданий. По-моему, если я не ошибаюсь, это он. Либо другой будет еще один чувак. Но это вот типа отсылка на Николу Тесла. Если я не ошибаюсь. Это тоже интересная забава. Потрясающе. Вы, американцы, все мошенники и предатели. Мерзкие засранцы, все до одного. Я, пожалуй, соглашусь. Да, Влад Павыв. Помоги мне, да из-за пожалуйста. короны. Угу. Из-за короны. Ну, у нас из-за короны тоже много людей как бы не выходят на работу, все на больниках сидят и все такое. Но мне похер, короче, я главное в отпуск съебал и как... Ебитесь все лесом, как где хотите рабочих, там ищите. Главное, чтобы раньше в отпуск, с отпуска меня не выдернули. То, блин, эта корона очень много людей сажает на больничный. Плюс еще некоторых отстраняют, которые не желают делать себе прививку. Как-то так. В общем, вся печалька с коллективом, так сказать. И еще у нас вот температура, блин, уже вторую неделю подряд держится 27-30 градусов. На улице мороз. У нас полцеха замерзшие нахрен. Ну там, короче, свои тоже геморрои из-за этой низкой температуры. Но вроде как на следующей неделе обещают потепление. Даже что-то ближе к 0 градусов. Все будет оттаивать и так далее. Так что люди, которые здоровье влияет на погоду, и погода влияет на здоровье, будут прикуривать хорошенько. Ну типа давление, головные боли и так далее. Работаем и улыбаемся, черт подери. Без проблем, Марко. Ты же великий гений. Поэтому мы засунем тебе в задницу раскаленную кочергу. Скажи спасибо, Марко. Спасибо. О, спасибо. А вы кто такой? Изготовитель игрушек из Европы? Нет, черт подери, я гений с кочергой в заднице. Я же говорю. Да, Влад Павыв. Изготовитель игрушек. Скоро и Эй. детям будут вакцину колоть, по новостям сказали. Да, возможно. Возможно, я вот не знаю по этому поводу, какие мысли выражать, но, по-моему, ничего хорошего в этом не будет. Хотя хер его знает, детский иммунитет, может быть, и лучше обойдется. Но некоторые взрослые даже умирают от этой прививки. У нас на работе один чувак умер. Я его, правда, не знаю, как бы, что за чел, но он помер. Нет. Нет, сказал он. Нет. Дружище, я спаситель человечества. Да-да, ты встретил спасителя, профессор Марко Драгич. Тот самый, который предал сладкоголосый американец, тот самый, которому он не заплатил. Он настоящий говнюк. Так что это за игрушка? Это не игрушка, тупица. Это мое гениальное изобретение. Демонстрация моих идей об источнике жизни. Это игрушечный корабль. Да, это игрушечный корабль, которым я могу управлять издалека, с помощью электричества и волн, которые вы не видите. Ну, разумеется. Волны, которые я не вижу. Но инвесторы так и не приходят. Пришли только пару старушек и кретин. Дамы, прошу вас. Дамы, джентльмен. Аншанте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, сэр. Ну, как ваше пищеварение? Да, славно, славно, хорошо. Друзья мои, считай, сейчас вы станете свидетелями исторического события. Демонстрация моих бесконечно глубоких познаний о жизни. Все мы чувствуем себя старыми. Вы и есть старые. Но, может быть, мне удастся сделать вас бессмертными.
С помощью волн, которые вы не сможете увидеть, я приведу этот корабль в движение. Черт возьми, да вы мошенник. Этот фигляр одетый как фигляр. Подсадная утка. Кретины. Я видел, как они договаривались. С этим фигляром я познакомился всего 2 минуты назад. Верно же? Что именно? Ну что, профессор, покажите нам свой волшебный корабль. Только на этот раз пусть им управляет этот фигляр. Проверим, все ли тут чисто. Нет, я тут ни при чем. Ну же, пожалуйста. Все просто. Это любой кретин может сделать. Я сейчас это докажу. Вот, возьмись за этот рычаг. А, это не трогай. В данный момент, да, это, короче, у нас, ну, видимо, Николу Тесла решили не трогать, так сказать, разработчики Rockstar. Это у нас Марко Драгич. Ну, в принципе, это вот отсылка на Николу Тесла, который изучал всякие электрические явления и так далее. У него, в принципе, чуть ли не мечта всей его жизни была передавать электричество на большие расстояния. Если кому интересно, там есть, допустим, не так давно вышедший фильм «Война токов» называется. Там как раз про Николу Тесла и... Не помню, кто-то второй там еще у него был персонаж. Короче говоря, вот они дрались по этому поводу, то, что какой лучше ток, переменный или постоянный и так далее. Если за этого чувака продолжать задание, то в конце этого задания он сделает робота. То есть еще одна отсылка на Франкенштейна. Только робот будет из металла. Франкенштейн, как мы помнится, он был из человеческих трупов, ну, тел там и так далее, сшитых вместе и... включенный, вернувшийся к жизни с помощью электричества, там, когда он орал «It's alive! It's alive!» Ну, ладно, это классика мирового кинематографа, черно-белый фильм «Франкенштейн». В данный момент, короче, Никола Тесла, ну, только в данный момент еще даже это Марко Драгич, который изучает передачу электромагнитных импульсов с помощью какой-то матери, короче говоря. Ладно, погнали. Используй эти штуки, чтобы рулить. Так, взрывай корабли и избегай мин, они оснащены магнитами. Угу. Это, короче, у нас Рокстары любят миссии с вертолетиками и подобной хренью. Тут что-то в этом роде. Надо просто на маленьком кораблике потопить вот эти маленькие судна. Кораблик только долго заряжается. И маневренность у нее так себе. Эх, не попал. Попал, слушай. Валим от мины, а дальше... Корабликов тут немного. По-моему, это будет последний. Не попал. Давай-ка. Повернем чуть-чуть. Ай-яй-яй. Там и мина плывет. Еще один кораблик есть. Ну, прикольно то, что РДР этому внимание Rockstar уделили. То есть, как в Assassin's Creed 2. Вот так все мишени взорваны. Поглядите, что он имеет, а теперь отгони лодку назад к причалу. Прикольно то, что РДР, как бы, ну, в RDR 2, как бы, Рокстары уделили этому внимание подобным личностям, типа как феминистки, точнее не феминистки, а просто женщины борются за права. Такой персонаж, как Марко Драгич, который а-ля Тесла. Ну, еще там несколько исторически важных персонажей, как бы. Мне это нравилось еще в игре Assassin's Creed, как бы. То есть... Помнят историю мировую. Это хорошо. Дайте только перезаряжу.
Это и впрямь феноменально. Это всего лишь демонстрация моих способностей, сэр. Для настоящих чудес требуются инвестиции. Еще погонять надо, да, на лодочке? Да. Теперь наша тупица будет использовать невидимые волны, чтобы уничтожить маленькие корабли, прежде чем они доберутся до другого берега пруда, по-прежнему избегая магнитных мин. Ну, по крайней мере, он попытается. Продолжаем, короче. Теперь то же самое, только кораблики двигаются. О, как? Нет, не попал. Я... Попал. Сколько корабликов? Потопить надо. 3 примерно. Ай, блядь. Чуть было не было. Не попал. Рано. Рано выстрелил. Тихо. Тихо, 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 тихо. Чуть мину не долбанул еще. Это походу на время, да, задание? Еще один взрыв, и лодка пойдет ко дну. А какая из них? Одна уже приплыла. Она вот стоит. Короче, давай так. Валим, короче, к берегу. Пару кораблей проплыло, но это, я думаю, не важно. Радуется, как ребенок. Вот так, как я и говорю, любой дурак. Спасибо, спасибо. Что это? Это то, из чего рождается жизнь, сэр. Поразительно. Нет, поразительные вещи хранятся в моей лаборатории, в Доверхилле. Вот они всех вас ошеломят. Мистер Марсель, я могу рассчитывать на вашу поддержку. Ну, цена довольно велика. Для бессмертия. Сэр, это очень дешево. Обсудим за обедом? Возможно. Я пойду. О, разумеется. Спасибо. Если будешь рядом с Доверхиллом, загляни ко мне. Я покажу тебе нечто по-настоящему удивительное. Он робота делает, он хочет это показать. Надеюсь, вы простите мне, ну, как и любому ученому, ему нужны инвесторы, чтобы, короче, были бабки на изготовление своего изобретения. И появилось задание новое, скорее всего. А нет, смотри-ка, кто это такой? Сэдди Адлер. Сэдди хочет поговорить с вами. Я помню эту бабу, она типа охотница за головами. За нее еще будут задания. Там, как обычно, горы трупов и так далее. Пока за нашего Марко Драги еще никаких заданий не будет, но он где-то далеко от города тусуется. Там прям зловещая у него такая лаборатория. Все в молниях и так далее. Ну, что поделать. Тихо, 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 тихо. Все, слезаем. Пока до беды не довело. Здорово, мужчины. Поговори. Эй, я вас знаю. Мистер... Кажется, мы встречались, неужели? На этом ужасном приеме. Эвелин Миллер. К сожалению, и так, мистер. Артур Морган. Меня зовут так. Могу я сказать кое-что грубое? Валяйте. Мэр считает, что вы его ограбили. Когда это я успел? Сказать по правде, это не слишком его огорчает. Ему вы даже нравитесь. Вот как? А вы... Я хотел спросить, вы умеете воровать? С каким умыслом вы спросите меня очернить себя, мистер Миллер? Прошу прощения, вы знакомы? Это великий вождь, падающий дождь. И его сын, парящий орел.
Джентльмены, мы видели вас на караване, когда вы пересекали реку Камберлендского водопада. И на приеме вы были наверху. В наблюдательности вам не откажешь. Да, мой народ, если его еще можно считать народом. В общем, мы отчаянно сражались, заключали соглашения о мире. И эти соглашения были нарушены. Нас изгоняли и наказывали. Наказывали и изгоняли, не сомневаюсь. А теперь мне говорят, что мы снова должны уйти. Это полностью противоречит мирному соглашению, заключенному 3 года назад. Это приведет к войне. Нет, сын мой, не приведет. Мы не можем позволить себе новую войну. Они стали сильнее. А мы стали куда слабее, мистер Морган. Это дурное дело. Это связано с нефтью. Я в этом уверен, но нужны доказательства. Пару месяцев назад на их земле побывали изыскатели. Они передали отчеты о своих исследованиях Левину Корнеллу и правительству территории. Насчет говорится об огромных запасах нефти. И вы говорите, чтобы я эти отчеты выкрал? Как вы понимаете, сами они этого сделать не могут, и очевидно, от меня не будет никакого проку. Послушайте, я понимаю, что это нелепая просьба, но у нас нет другого выхода. Я не занимаюсь благотворительностью, мистер Миллер. Джентльмены, мне очень жаль, что вы оказались в затруднительном положении, но я сам зарабатываю себе на жизнь, и у меня свои заботы. Мы щедро вам заплатим, мистер Морган. Сколько? Я же говорил, что они все наемники. 2 штата назначили награду за мою голову, приятель. Власти любят меня не больше, чем вас. Я, как и вы, убегал всю свою жизнь. И мое время, как и ваше, почти на исходе. Мы понимаем, и мы заплатим. Спасибо. Мой сын будет ждать вас через пару дней возле скалы Цитадель, к западу от нефтяных полей. Хорошо. Мы очень благодарны вам за помощь. Господа, у нас назначена встреча с сенатором. Нам лучше поспешить. Это пустая трата и вой нашего времени. Мы должны использовать все свои козыри. Идем. Здравствуйте, мистер Миллер. Советник просит свои извинения, приносит. Мы ждали его, не знаю, как долго. Может, перенести встречу на следующий месяц? Пойдем. Надеюсь, сенатор сможет подождать. В задании говорится то, что индейцев притесняют, ну то есть их выживают, в принципе, с Америки, хотя это и являются они коренными жителями, но, увы. Притесняют их со всех сторон, государства и так далее. У них есть нефть, государству эта нефть нужна. У них украли документы какие-то, которые это дело, в принципе, и подтверждают. Ладно, это задание будет продолжаться через пару дней, типа... Ну, игровых, естественно. Где-то наш индеец будет нас ждать где-то на горе, скорее всего, примерно вот в этом вот районе. Так, дальше. У нас это что? Ага. Ограбление. А там задание чуть-чуть поменьше. Ну давай, раз уж мы в городе, вот, то и вот это задание и выполним. Подождет наша баба со своими головами. Никуда не денется. Тем более за эту бабу еще много заданий будет, по-моему. Сейчас, в принципе, вот все вот эти квесты, они будут многоступенчатые. Но мы сейчас идем на основное задание, которое, собственно, будет тащить нашу историю. Оп, мужик. Нам тут как подкошенный упал, я только коленкой его задел. А нам куда-то в центр, по-моему, вот этого здания. Да? Нет, слушай, не пройти. Давай войдем. Мне отняли все мои деньги. Кто говорил это? Ладно, хрен с ним. Мы кого-то вот в этой области ищем. Наверное, вот, да, вот этот мужик. Кто такой? А, вот ты где, мой дорогой мальчик. Да, вот он я. Ну, тебя нужно немного принарядить. Почему? Нельзя же играть в карты на ланахийском пароходе в таком виде. Нельзя. Тебе нужно так хорошо слиться с толпой, чтобы никто не заподозрил, что ты грабитель. А теперь пошли.
Все-таки мы займемся там твоими шмотками. Мы так тебя оденем, что никто ничего не заметит. Примарафетиться, короче. Купить у портного красивый костюм тройку. Угу. Надо примарафетиться, чтобы слиться с толпой. Давай. Прекрасно, вы можете увидеть все, что у нас есть в этом каталоге. Давай. Этот джентльмен настоящий герцог, и его нужно одеть соответствующим образом. Это все, что есть. В этом англичане виноваты. Ладно. Посмотреть. Ну давай посмотрим. По-моему, сойдет. А у меня другого-то выбора нет. Покупаем. Все? Окей. По-моему, его больше не костюм выдает, а борода несколькодневная. Точнее, щетина. Ну, уже борода практически. И кобура, то, что висит у него с правой стороны. Вообще, блядь, на грабителя не похож. По-моему, джентльмены уже не носят в это время оружие. Его план. В самом деле, работать почти не придется. Ты просто будешь играть в карты и выигрывать. А ты будешь делать большие ставки, выигрывать и вести себя эпатажно. Все решат, что ты недавно разбогател на добыче нефти. Я сюда приехал, чтобы выпить и повеселиться. В это время Герштраус будет подавать тебе сигналы. Когда ты обыграешь заведение подчистую, они поведут тебя куда-то там, и вот тогда появится Хавьер, и вы заберете все, что вам нужно. По-твоему, они не заметят, что в хранилище вместе со мной зашел вооруженный мексиканец? Возможно, заметят, а может и нет. Ты все поймешь. Я просто сгораю от любопытства. Ах, не будем таким циничным. Мы оба знаем, что тебе больше всего нравятся именно такие невинные развлечения. После последней пары месяцев вооруженный грабеж уже не кажется таким уж невинным развлечением. Да, но мы с тобой, да и вообще все мы, скоро отсюда уедем. Надеюсь. Бля, они так наивно полагают, то, что свалить куда-нибудь в другое место с кучей бабла, это как бы, ну, как два пальца вообще. У них там Таити какие-то, знаете, как волшебные острова в головах и все такое. Никто не хочет работать, никто там не хочет остаться здесь, там, заиметь кров, построить дом там свой и все такое. Нет, тут именно острова, именно награбленное бабло и лучшая жизнь. Ну, блядь, такого же не бывает в реале. На что они надеются, неизвестно. Кстати, подобный сюжет, короче, когда мужика там... Ну, где-то я в фильме в каком-то видел, типа, китайский сервис, быстрый и мертвый, допустим, тоже про ковбоев и карты. А нет, не карты, там они на дуэлях стрелялись. Какой-то еще, блин, фильм был тоже. Тоже про Дикий Запад, по-моему, они там в карты ловали. И там ему сигналы подавали по ноге, стучали такой маленькой колотушкой. И азбукой Морзе выбивали, у кого какая карта, короче. Они в покер лобали. Ну, вот прям сюжет очень знакомый. Где-то я это уже видел. А, у меня еще в цирюльню тащит. Ну, давай. Подстрижемся, да, это. Побреемся заодно. То я уже думал, то, что мы такими пойдем. По-моему, прическу не надо. Ну, давай. Вот так, допустим. Стрижка. Все, у меня теперь чистая рожа. А я коротко стриженный. Надеюсь, их устроит мой внешний вид. Ну так, очень красиво. А чё к костюму тройки, интересно, не прилагалось какой-то головной убор? Я организовал для вас кое-какой транспорт. Угу. На карете. Карету мне, карету и чистый носовой платок. Какой-нибудь цилиндр было бы в тему напялить.
Grand Corrigan, sir. Ну или котелок хотя бы. Well, look at you. From Ты смотри, из жабы ты превратился в принца. This is a bit Это не much, слишком ли? coach. Карета. We can't win any Мы не можем приехать туда верхом, словно грязные мужланы. countrified yokels. Ну да, логично. Ты ведь нефтяной магнат, у тебя денег куры не клюют. А кстати, ногами не шаркай и под нос себе не бумни. Shuffling and mumbling. Puff your chest out. Выпейте грудь, задери нос. Yeah, all right. Ладно, ладно, это же не Гамлет. А кого мы вообще грабим? Who's a mark? You all right, by the way? Driving Кстати, кучеру можно доверять? О да, не бойся, мы с Джорджем старые приятели. back. It's a man called Его зовут Дизмонд Блайт, веришь ли? Он заработал на состояние на чулках. Rosary of all things. Колготки. To play fast. Любит играть по-крупному и всегда держит запас денег в сейфе наверху. So, Ну так что, если Штраус будет сидеть за ним, так он узнает, какие у меня карты. cards I got. He won't. А он и не узнает. Но дилер совсем недавно стал моим добрым другом. Friend of mine. Another one. Еще одним. Don't worry, Arthur. Не волнуйся, Артур. Мы все кузнецы своего счастья. Make sure you get the right. Он сделает так, чтобы у тебя были правильные карты. Possibly go wrong. Все может пойти не так. Indeed. И в самом деле. Кстати, да. Что мешает, допустим, вот мы поедем разводить людей. А что мешает этим людям пытаться развести нас? Ну, типа, разводилу не разведешь. Как бы. Камон. А вдруг действительно они тоже будут палить наши карты? Что тогда? Playing with. И на какие деньги я буду играть? Не волнуйся, уже все улажено. Фишки будут ждать тебя. For you. There she is. А, вот и он. Идем. Okay. Arthur. Артур, все оружие оставь здесь. Когда мы поднимемся на борт, нас обыщут. George. Джордж, мы заберем их позже. Sir. Очень хорошо, сэр. Good luck, sir. Удачи, сэр. Тут я думаю, что это у меня будет пушка болтаться на таком деле? Запомни, что я сказал, Артур. Каждый кузнец своего счастья. Yes. Да-да, поверь, я слышу каждое слово. Word. Watch Strauss. Следи за Штраусом. Слушай дилера, и тогда этой ночью тебе сильно повезет. There they are. Ну все. Морда брита, оружия нету. Я готов. Джентльмены, я счастлив видеть вас. You remember. Артур, ты же помнишь этих парней, которые мы познакомились в Нью-Йорке? Come on. Джентльмены, шампанское за счет старины Артура. He's rich as can be. Он невероятно богат, а везет ему сильнее, чем индюшки, которая пережила День Благодарения. Hello, gentlemen. Здравствуйте, джентльмены. Здравствуй, мой мальчик. Come on, let's head aboard. Ну же, поднимемся на борт. Артур угощает шампанским. Champagne. Пошли? Пошли бухать. Для начала. I'm afraid we require. Боюсь, что все посетители должны сдать оружие. Good time. Доброго вечера. Нас ждут, а я пойду переоденусь. Okay. Ладно. You seem Сомневаешься? Heavily armed. Когда я без пушки идут грабить пароход, где полно охраны, обычно меня одолевают сомнения. Практически все эти люди идиоты. Это же простое дело. Have a good Давай, развлекайся. but don't lose too Только much. денег много не проигрывай. А то твоя жена меня убьет. Как скажешь. Now where can I get a card? Садитесь за покерный стол. Штраус знает, у кого какая рука. Блин, я не успел прочитать. We have a chair here with Сэр, у нас есть стол как раз для вас. Take a Ну seat, да, sir. как будто тут есть выбор большой. Good evening, gentlemen. Добрый вечер, джентльмены. Артур Келлахан. Извините за опоздание. Мне нужно было разобраться с одним делом в баре. Дезмонд Блайт. Хороший вечер, не волнуйтесь. Добро пожаловать за наш стол. Итак, джентльмены, начнем игру. Надеюсь, что вы настоящий игрок. В последнее время за этими столами много было трусов. Самое жалкое зрелище — это человек, который боится потерять немного денег. Look at this. Смотрите, фишки уже сложены в стопке, они ждут меня. I like this joint Так. already. Так, чтобы на Штраусе сфокусироваться. Башкой мотает. How are we all? Хорошо. Some better than others. If we all fared the same in life now, where would the fun be? Я отвечу на ставку. $2 это немного. Desmond Blythe, the hosiery king. I should have brought my other wallet. Банк $43.
Мне его типа обыграть надо. Их всех. Мои карты это валет и девятка. Да, он башкой мотает, пасует. Nah, I'm out. Нет, я выхожу. Подожду, пока место нагреется. Я так и думал. Может, вам стоит еще выпить, мистер Келлахан? Да, отвечаю. Как я и сказал, мистер Келлахан, трусы. Извините, парни, но я забираю все. We'll see about that. Этого они все в банк пошли. Here we go then. У меня есть типа 300 баксов. Hello, my ladies. Банк 200 долларов. Что там у кого? Подождите. Побеждает мистер Блейд какой-то там. До свидания, джентльмены. Похоже, остались только мы с вами. Yes, it is. Похоже на то. Пришла пора узнать, не слишком ли вы высоко о себе мнение. Likewise. Аналогично, мистер Блайт. Так чем вы занимаетесь, мистер Келлахан? I'm an oil man. Я грешник, занимаюсь нефтью. Забавно, никогда о вас не слышал. Oh, you. О, еще услышите. You know, Знаете, я много думал о чулках, но в костюме я выгляжу лучше. I just look better in a suit. Две дамы. У меня пара как минимум. Чего? Вы говорите совсем как моя жена. Все, я могу думать, блять, а не читать ебаные диалоги. Ответить на ставку. Да, отвечаю. No, I'm gonna call. Ну, такое себе. Ладно, мистер Келлахан, я иду в банк. Я тоже иду в банк. Ответить на ставку. Да, у него карты пососные. Он разводит. Давай. Interesting. Любопытно. Пара девиц. А у него король. Тройка. А у него-то что? Ну он просрал. Та-да. Luck hell. Похоже, удача там не на вашей стороне. Все, вы проигрались. Или у вас еще что-то есть? В смысле? I heard. Ну, я слышал, что на пароходе есть крупные игроки. Maybe that's not you. Наверняка это не вы, не обижайтесь. Верните меня на место, деревенский выскочка. Why? Зачем? У меня есть часы. Look at you. Ну надо же. Дорогие. Искуснейшие работы, швейцарские. Ряд лиха какой-то, блин. Они наверху, в сейфе. Они стоят больше, чем вы целиком. Okay. Ладно, я вам верю. А теперь играем. As you wish. Как скажете. Вы наверняка знаете Левита Корнелла, такого же крупного нефтедобытчика, как и вы. Of course, we've Ну, разумеется, наши пути пересекались. Мне довелось осмотреть его производство New Hanover. в Нью-Ганновере. Чего у меня? Два короля? Не будем терять время. Ва-банк. Не волнуйтесь, сэр, каждый из нас кузнец своего счастья. Подсказочки пошли. Понятно. Давай, ва-банк. Well, nothing ventured. 1000 долларов на кону. Pair of kings. Хорошо, но мало. Shit. Uh-oh. Yes, you little beauty. Да, красотка. Не повезло, мистер Блайт. Выиграл мистер Келлахан с тузовым бубновым флешем. Будьте вы прокляты. Как вы Я не обижаюсь. Вы отлично играли, сэр. Дезмонд, тебе не повезло. Итак, не сочтите за дерзость, но... Where might I find this? Где лежат эти часы? Они наверху. Хотите взглянуть на них? Почему бы нет? Джентльмены, пожалуйста, обменяйте это на деньги. Я устроился на прошлой неделе, там что-то бла-бла-бла. Отлично, ну да, можешь проводить нас в кабинет? Да, конечно, сэр. Спасибо. Идите за мной, джентльмен.
Сегодня вы в ударе. Yeah, so far. Да, пока что. Даже не верится, что кто-то взял на службу этого мексикашку. We live in strange. Мы живем в стране странные времена. Лично я не доверял бы мексиканцу с пушкой, но не бойтесь. Мой страж закона у меня тут, под рукой. Very good. Ну, очень хорошо. У меня ни оружия, ни хрена нету. Чего доброго, мы теперь и негров начнем нанимать. Oh, I know. Да, я понимаю. Думаю, вам понравятся эти часы, сэр. Я уже видел их, в самом деле красивая штука. Иностранные, правда, ну да, что ж поделаешь. В самом деле, ну вот мы и пришли. Кто-то на контрабасе лупит. Одну секунду, сэр, конечно, можете не торопиться. А нахрена? Не трогай пушку. Обезоружьте распорядителя, давай. Зачем? Я же выиграл часы, что им надо-то еще? Надо все, наверное, полностью их обчистить. I guess you were right. Похоже, вы были правы. Только идиот дал бы пушку мексикашке. Давай, опустошаем все их. Прям в глаз ему, как белку ебанул. Черт, надеюсь, никто этого не слышал. Бери скорее все сейфы и валим отсюда. Давай. You in here is looking pretty good. How much is there? Must be. Тут сколько? Может, несколько тысяч. И в придачу часы. Now let's get out of here. Come on. Давай. Go meet the others. А можно это оружие взять? Никак. Подожди. 6 патронов у меня всего, этого мало. Крайне мало. Сейчас народу будет до хрена, я помню. Тут ничего нет такого. We've only got a few minutes to get out of here. Придется убивать трупы и собирать с них патроны. Эй, где оружие? Следуйте за Хавьером. Ладно, пока стрелять никак. Ну, в смысле, оружие пока не достать. Точно? Да. В данный момент ни оружия, ничего. Подожди, а где ствол? Sir, Блин, там идут follow уже. me, please. And how Как нам теперь выбраться отсюда? I ain't too sure. Даже не знаю. Вот что бывает, когда получаешь планирование Трелони. You leave Trelawney in charge of planning. Oh, garnish no meat. Один гарнир, что-то там. Возможно, нам придется надеть платье и плясать канкан. Can cannon off the side. Nice uniform, by the way. Красивая форма, кстати. Спасибо. В наше время никого ни попадя не берут на работу. Почему нам нельзя выдавать себя? Maybe we could still blend in. Может, когда поднимется переполох, мы все-таки сможем удрать. А переполох поднимется. To the bar, senor. К бару, сеньор. I hope you had Надеюсь, вам понравилось, сэр. At the time of my Я здорово повеселился. Вы, парни, умеете устраивать шоу. That's wonderful. Это чудесно. Ah, look. О, смотрите, вот и ваш друг. Нет, сэр, это не мой друг, не грязный шулер, и я прошу вас взять свои слова назад. Надо с этим, да, забухать? Вот он. Друг, нужно уметь проигрывать. Что-то мне вас двоих не нравится. Мне вас многое не нравится. Но я человек воспитанный, поэтому держу рот на замке. Вот, застрелите его. Понеслось. Давай же, Артур. Надо уходить отсюда. Пока всех не перестреляем, мы не уйдем. Так, ну у меня 75 патронов. Уже лучше. What's our next move here? Да, они все прячутся. I'm without a gun and I'm afraid. Так, цилиндр это наш. Please, I've got the money. We need to get out of here.
Все? I don't Давай know, двигаемся this ain't my дальше. show. Silly me, I clean forgot to bring my gondola. За столом, пожалуй, присяду. Шейку-то как его, а? Попал. О! Все, еще есть кто-нибудь? Вон там в двери кто-то тусуется. Они в проходе наверху. Где? Один остался. Хренаненько их видно. Ну пойдет. Все? We gotta go. Come on. Давай-ка мы полечим. Блять, я не успел чуть-чуть. Какая-то сука меня ёбнула. Все заново. We need to get out of here. How do you suggest? I don't know, this ain't my show. Silly me, I clean forgot to bring my gondola. Блять, люстра. Чего, блядь, через толпу-то? Либо сзади мочили. Come on, let's get the hell out of here. А давай-ка мы со стойки пока выбираться не No, this ain't будем. my show. Silly me, I clean forgot to bring my gondola. Как бы карабин мне позволяет и до туда добежать. Дострелять точнее. Let's get out of here. Где-то вот тут. Are you coming? Let's go. Теперь карабин не достает. What are you doing back there? Да, вот тут, короче, меня в прошлый раз и завалил. Где он? Вот. До свидания. Еще один. Где? Вот там где-то. До свидания. Damn it. Че, куда идем-то? Come on. Ну че ты мечешься-то, мудак? Кто стреляет? Двое. Это все целебные средства? Не густо что-то. Блять, он сверху где-то палит. И в воду? Ну да это. Да что же это такое? Ну и удрали, собственно. Понятно. Well, Ну, never a dull скучно тут moment. не было. Yeah, that's one way of Да, putting можно it. и так сказать. So, how much did we get? A few thousand, I think. Pretty good. Yes, Неплохо. indeed. Это и правда. И эти часы, Apparently it's worth похоже, стоят кучу денег. Swiss, Швейцарские. Reutlinger or something? Или как это там, неплохие часы. Yes, it's a Точно, Орел Литра. Лингер. Ну тогда давайте их обратно. Ладно, пошли. Какие-то часы, короче, и пару сотен долларов. Ладно. Слушай, а мне все вернули, не надо даже париться с этим. Ограбление на пароходе, вы знаете об этом в газете. Моя доля 750 баксов. Ну, норм, чё. Совсем неплохо. Часы, наверное, при мне тоже остались, но не факт. Так, посмотрим. В городе все.
Это у нас, по-моему, с индейцами, да? А нет. Джимми Бой Кэллоуэй. А это как раз задание про этих... то, что я в самом-самом начале 4 этих охотников бывших за головами мочил. А это у нас про индейцев, по-моему. Парящий орел, да. От всей Америки. Так, ну давай, наверное, мы сделаем вот эту побочку. Хоть и далеко, но тем не менее. Поехали-ка мы сюда. Там дальше посмотрим. Fine morning, sir. Надо что-то сожрать. То жизни нихуя нет. Что у нас там хорошенько поднимает статы? Да, в принципе, мясо кусок, что лучше и может быть. Сохраняемся. Да, посмотрим, короче, может быть, если побочка будет только там и никуда дальше не поведет, тогда можно отцы и дети, короче, ну с индейцами задание выполнить. Да, блядь. Серьезно? А если бы быстрее ехал, меня вообще бы с лошади выкинул, я бы еще жизни кучу потерял. Ну ладно. Короче, надо с города выехать. Там попроще будет. Главное сильно не разгоняться. Видишь, может быть и по дороге какие-то побочки появятся, которые положительно сыграют на карму. Сейчас у нас, ну она в принципе на максималке. Почти на максималке. Но еще же не конец игры так-то. Но уже большая часть ее пройдена. Скорее всего. Думаю, да. Это оружие в плохом состоянии. Так, тихо. Что-то стволам труба пришла. Давай почистим. Быстро как-то стволы пырятся. Вроде не так давно чистил. Давай другое. А вот это наполовину. Они как будто ржавеют вообще. Все. Начистил стол. Поехали. Кстати, возможно, у пистолетов статы падают, поэтому не сразу они мочат людей и подобные херни. Что-то тишина в округе, никого. Странно, даже никто не нападает, ничего. О. Что там за стрельба? Ну, где-то в речке, по-моему, или рядом с ней. А, это чувак опять со своей стрельбой, короче.
на точность и так далее. Хрен бы с ним. Прям навязывают этот квест. Hey, get yourself out of there. Ну валяйте. Ну ладно. Занимается своими делами, не будем мешать чуваку. Он ограбил, да. Ограбил, убил. Пускай там себе своими делами занимается. Можно, конечно, было бы ему башку прострелить, но это бы никак не повлияло на события вообще. В плане кармы. Ничего бы не добавилось. А то, возможно, бы и отнял это даже. Только что у лошади горело то, что она грязная, уже не грязная. Вроде по воде не скакал. Наверное, она пробежалась, пыль с нее слетела. И норм. И так сойдет. И до Валентайна еще довольно-таки долго ехать. Давай, наверное, чуть-чуть путь сократим. То что пердолить в обходняк как-то далековато, правда. Валентайн примерно за горами, вот за тем ущельем. Или каньон, как он. Если еще не дальше. Ну, вот там вот, где горы зимние, это точно до Валентайн. Валентайн до этих гор. Лошадь бесит за то, что рядом хищники тусуются, но ей, в принципе, похер, пока не скидывают. Тут у нас, по-моему, сюжетка, да? Да, это я только сюжетку подсказал. Я понял. Нам не туда, пока рановато на сюжетные миссии. Выше, а то мне что-то смущает по рельсам скакать. Оп, я какую-то лицу сшиб. Вот он, Валентайн. Мне нужно в бар. Как здорово то, что я тут уже откупился. Меня никто не ищет. Это лучше сразу, конечно, делать. Так, для начала надо стволы убрать. Там кто-то говорил со мной. По крайней мере, пытался общаться. Разрядить обстановку. Не обращайте на меня внимания, я уже ухожу. Дядька какой-то агрессивно настроенный. Ну ладно. Можно было бы, конечно, ему колено прострелить, но ладно, пусть живет. Чистить. Пока я на лошади, давай почистим. Так, оттерли скакуна. Хорош. Не сюда. Так, и чё? Бармен.
спросить про Кэллоуэя. Hey, I'm Еще looking for мужчины, fellas которые who остановились enjoy где-то здесь. Boy Calloway. Бой Кэллоуэй, писатель по имени Левин. Пьяница Бой Кэллоуэй. Он в этом баре немало дырок от пули оставил. Последнее, что я слышал, что он был в Сен-Дени. Снял каюту на пароходе. Saint-Denis. На пароходе в Сен-Дени? Понял? Okay, then. Ищите Кэллоуэя на пароходе в Сен-Дени. Да блин, что я за ним гоняться буду? Просто через полкарты ехать, чтобы узнать то, что тебе обратно надо. Спасибо. Let's go, girl. Ага, еще какая-то побочка есть. О, я вспомнил, тут про двое из ларца, про близнецов. Ну, давай постреляем. Пока я тут нахожусь рядом. Что-то прям активностью закидывает. Давай. Эй, приятель. Давай. Говорить. Yeah? What you want? Что вам надо? По-вашему, я похож на труса? Ну, то есть, конечно, похож, потому что я на одно лицо вот с этим вот сопляком. Но неважно. Вы поможете? Maybe. Может быть. Видишь, даже его уже тошнит от твоей чуши. Ведешь себя как ребенок. Прошу прощения, сэр, за его вонь. Может, пойдем в место, более подходящее для выражения высшей храбрости и неискоренимого безрассудства. What did you have? Что именно вы собираетесь сделать? Сбейте ей бутылку пули с моей головы, как Вильгельм Тель. Это уже глупость. Полнейшая. Этот парень кретин. Лучше сбейте ее с моей головы. Я знаю двоих ни капельки. Я неплохой стрелок, но я и глазом не моргну. Не хочу вас ранить ненароком. Я не могу отступиться. Либо я докажу, что я настоящий мужчина, либо умру. И буду избавлен от его общества. Соглашайтесь, сэр, прошу вас. Ну ладно. По-моему, если я не ошибаюсь, в этом задании у тебя нарочно сбит прицел, и ты вроде как одного из них убиваешь. Точно не помню. Ну давай посмотрим. Make sure everyone Я хочу, knows чтобы вы знали, вы сами этого попросили. Конечно, конечно. Парни, вы идиот. Че, в кого стрелять-то? Okay. Ну что ж. Да, видимо, не важно. Допустим. Готово. Это было весело. Что именно? Мне кажется, мы вообще ничего не сделали. Мы все знаем, что вы разумное существо. Еще по одной. И бутылки поменьше, сэр. Будьте добры, что? Не знаю. Прошу вас. Это создание невыносимо. Ему нужно заткнуть рот. Do my best. Постараюсь. Тараторят, суки, иногда. Is that I'm Главное, чтобы все засвидетельствовала дама, а там парни, вы, говорите, такие глупые. Я просто не успеваю из-за четырех персонажей одновременно, которые быстро говорят, читать сразу же все субтитры. Лучше в горлышко целиться. Пойдет. Не, ну слушай, пока прицел не сбит. Так, я встану на одну ногу. Я тоже. А вы стреляйте, сэр. И на сей раз убейте что-то там зря. Вы выползли в болото, не положено формироваться, молчать, клеветник, и, сэр, пристрелите подлеца. Окей. Дождик тоже специально пошел. Готово. Великолепно. А теперь стреляйте, когда я подпрыгну. А я когда буду делать сальто. Стреляйте в меня. Дайте мне пушку, я сам его пристрелю во благо человечества. Так, мне и нами это надоело. Вас трудно упрекнуть, сэр. Он такую чушь несет. Я бы тоже убрался подальше, будь моя воля. Вот, это вам за ваши таланты. Спасибо. Брат, я провожу Елену домой. Ты за нами не ходи, у нее престарелая тетушка. От вида твоей рожи, чего доброго, удар хватит. И Елена, это придурок, вам мешает? Вы двое, бла-бла-бла, короче. В общем, они два брата спорят, кто из них лучше, кто из них тёлку пойдет дрючить вот в соседнем отеле. $1 целый дали, ну охуеть. Ну ладно, ничего тут в этом страшного нету, подумаешь, по бутылкам пострелял.
Мне что-то припомнится то, что это задание наоборот как-то было с подвохом, типа можно было одного из них действительно убить. Так. Ну, когда в Сен-Дени буду, тогда уже и к этому Левину или как его там пойду. Давай, короче, тогда с индейцами сейчас решим. Вот этот трабл. Поехали туда. Как там? Быстрая нога там или что-то такое. Вождь какой-то. Меня ждет на этом. На горе. Тут как раз недалеко. Только лошадь почистил, и уже дождь пошел. Закон подлости. Ну, подобные задания, типа как вот про этих двое из ларца, возникают в определенных местах, в определенном месте. То есть это не случайные события, и они всегда будут именно в этот момент и в этом месте. Случайные события — это когда вот ты просто едешь, у тебя там вспышки такие на карте есть, значит надо выполнять. Только вот эти события карму поднимают. Опять лошадь грязная, блять, пиздец. Здорово, индеец. Мне сейчас надо там, наверное, да, всех будет убить на этой фабрике. Ты пришел? Конечно, я сказал, что приду. Там есть бригадир по имени Данбери. Папки лежат в его кабинете над цехом очистки. Там, где окно с поднятыми шторами. Вижу. В папках находится компромат, как мы предполагаем. Люди мистера Корнелла уничтожат их, если заметят тебя. Я же пойду один. Я сделаю так, чтобы они меня не заметили. Что в этих папках? Там найдется отчет от нефтедобывательной компании. Деньги у тебя? Да. Не знаешь, как мне пробраться туда? Можно пролезть под оградой или спрятаться в одном из погонов. Приятной тебе игры желаю. Здорово, Рула. Спасибо. Если попадешь в беду, Меня канал зови. YouTube безобразен. Я думаю, что из всех. Может быть, ты здесь ни при чем? В идеале да. Рула Уба. Я новый создал. А чё у тебя YouTube канал забанил? Что ты натворил? Если будешь действовать быстро, то можешь добраться в этот фургон. Иначе будет трудно пробираться мимо охранников. Какой? Вот в этот фургон? Полетели, конечно. Все, я забрался. Я бы еще чем-нибудь прикрылся, конечно, а то что, как будто никто не догадается назад фургончика этого, как тележки Рула посмотреть. Уба. Я биатлон стримил, бро. Биатлон? В смысле, игру по биатлону или Рула что? Уба. Смайлик. Или ты трансляцию по биатлону решил онлайн хуячить? Ну-ка поясни, что там понятно. Рула Уба. Авторские права. Угу. Я так понимаю, то, что ты онлайн-эфир решил показать, короче, тоже в онлайне, да? Поэтому тебе авторка прилетела. Ну, слушай, по идее... Рула Уба. Не игру. По идее, там должны тебе предварительно 3 страйка кинуть, а потом уже бан влепить. Обычно так бывает. Видимо, тебе страйки прилетали, а ты не замечал. Либо наоборот никак не реагировал. Не знаю. Ну, чтоб бан YouTube влепил, это как бы надо еще постараться, честное слово. Хоть бы в ящик какой заныкался, я не знаю. Рула Уба. Да и за музыки еще. А, ну то есть тебе страйки уже прилетали, я так понимаю. Ага, можно успеть первому поезду в Сен-Дени. Ясно, тогда поторапливать. Рула Уба. 773 подписчика были.
Да, жаль. Реально. Ну, подпишется еще. Что сказать? Рула Уба. И 2000 просмотров. I'm gonna start loading up. Рула Это много. ЗВ 7 часов. ЗВ что значит? Прокрадитесь на фабрику. Рула Уба. За. А, 20 тысяч просмотров за 7 часов, я правильно понимаю? Так. Тут, короче, у нас стелс. Рула Уба. 20 тысяч бро. 7 часов просмотров за... Блять, я запутался. Давай заново напиши. Рула Уба. 22 даже. 20 тысяч просмотров за 7 часов, что-то я так и не понял. 773 Рула подписчика. Уба. Да правильно, бро. 20 тысяч просмотров за 7 часов. За 7 часов чего 20 тысяч? Рула Уба. 7 часов за 22 тысячи просмотров. Угу. Понятно. Ну, жаль, конечно. Ну ничего. Наверстаешь, так сказать, упущенное. Уроком будет, что Рула определенные Уба. трансляции Понял, нельзя бро. стримить и так далее. Опять же, обращаю внимание на музыку. А ты, наверное, есть Данбери? 100? 100? Quieten yourself, friend. Успокойся, друг. Много времени это не займет. Допросить его. Ну давай. Надо треснуть ему в рожу через стол. Danbury. Yes. Данбери, да. Друг, мне нужны кое-какие бумаги. Ничего важного. Одна папка, я из главного офиса. Сейчас свою начал делать. Ты не из главного офиса. Свою музыку начал делать. Я правильно понимаю? Рула Уба. Да, тресни. 19 подписчиков сейчас. Как ему в рыло прилетело. А YouTube пишет А сейчас 4. это возможно. Мне нужна папка с бумагами нефтедобывательной компании Лиланда, с теми, в которых написано про нефть рядом с Вайпити. Я... Ну давай еще раз треснем его. Бам. Danbury. Данбери, подумай, не теряй голову, это будет ужасно неудачно. Terrible thing to lose. Especially over. Я особенно в этой комнате, такой красивый пол. Давай еще раз ему в рыло дадим. Не хочет бумага, падла, давай. А с чего ты взял то, что у тебя 19 подписчиков, если YouTube действительно пишет 4? И ты что ты написал? Сейчас свою Рула начал Уба. делать. Добро лошария. Свою начал делать, типа музыку ты начал делать? Рула Уба. Ха-ха-ха. Я ему достаточно рожу набил, нет? Ага, ну все, бумаги я взял. Я бы на его месте с окошка прыгал, вот честно. You're doing good, Danbury. Рула Ты Уба. поступил правильно, У меня Данбери, днем весьма правильно. 19. За это он тебя повысит. This. Если днем было 19, то а сейчас уже 4, то всех остальных сколько тут? Днем, если было 19, а сейчас 4, то 15 человек у тебя просто отписали. Поздравляю. Рула Уба. А, Данбери. Ты можешь посмотреть, если Данбери. есть желание? Данбери, у вас все хорошо? Скажи охраннику, что все в порядке. Yes. It's just Да, просто я работаю, все хорошо. working. All's fine. Now stay quiet. А теперь не шуми, иначе главный офис снова отправит меня к тебе. Сбегите из кабинета через окно. Ну вот, наконец-то трезвое решение.
свалить через окошко. Нахрен только через него возле него крутиться. Валим. Бросай оружие, подними руки. Рула. Полегче, парни, Я повторять не будем. Что вернуться, это YouTube бывает лагает. Но не факт. Если вот эти вот 15 человек, которых у тебя отписали, если они по взаимоподписке, то они не вернутся уже. У тебя просто YouTube отписал взаимных подписчиков, вот и все. А по поводу решения самостоятельно делать музыку, то это хорошее решение, потому что надо что-то самому делать, во-первых. А во-вторых, я тоже стараюсь как бы хоть что-то где-то музыку свою сделать, еще что-то, зато авторские права не прилетают. Но если у тебя, допустим, тебе прям нужна музыка, но нет на создание этой музыки времени, просто берешь, набиваешь там музыка без авторских прав, скачать и качаешь, если тебе нужна музыка какая-либо. Их только трое? Рула. Они мои друзья, бро. И что? Ютубу-то они не друзья, поэтому они возьмут и отпишут от тебя все, кого хотят. Ютубу-то похер, сколько у тебя друзей. Да, можно без скачивания. Ну, быстрей. Блять, долго заряжается. Вот так лучше встать. Сука, я ему ногу прострелил, а он еще живой. Рула. Поддерживает, заходит. Можно без скачивания. В смысле можно без скачивания? Если ты скачиваешь музыку, то ты ее можешь поставить к себе. Ну, то есть свои ролики включить. Но я не знаю просто, как ты работаешь. Я делаю немножко иначе. Поддерживают, заходят. Ну да, молодцы. Молодцы, если поддерживают. Может быть, конечно, YouTube их потом припишет, но, скорее всего, если YouTube их отписал, то, скорее всего, уже не припишет. Это типа в одну сторону работает. Ничего, я бывало и по 80 взаимных подписчиков в день терял, ничего страшного. Такое тоже бывает. Но в следующий раз, короче говоря, следи просто за авторскими правами насчет музыки. Значит, тебе страйки прилетали, ты на это внимание не обращал. Ютубу это дело надоело с тобой цацкаться и забанил канал. Вот и все. У меня вот вообще ни одной предъявы пока тут нету за музло. А, нет, есть две. Есть две, но они типа особо не влияют. Я вот сразу из роликов музыку удаляю, если какие-то предъявы есть. Так, в пизду шапочку, короче. Мне сейчас завалят из этой шапки. Валим, короче. Валим. Рула. До 150 раз прилетел, но я делал свой текст. Надо где-то заныкаться. Блять. Давай вот так. Главное, коня не завалить. Аккуратненько сейчас ведем. Чё ДД не работает? Что за хуйня? Что еще? О, вижу. Блять, ты сдохнешь, нет? Это неубиваемый чувак. Мне надо до коней добраться. Вон они там стоят. Там меня уже прикрывают. Готов. Все, валим. Никого я обносить не буду. Документы, говорит, у тебя? Погнали.
Я так понимаю, за мной еще там целая гвардия едет. Думаю, постримить, что ли, стендов, может быть, люди придут. Попробуй. Попробуй подстримить. Они гонятся за нами. Блять, плохо видно. Главное, лошадь никакую не завалить. А это довольно-таки сложно на ходу. Так, обоих замочили. Окей. Кажется, их больше нет. Все, мы отбились. Этот взрыв был очень вовремя. Как же было приятно смотреть, как горит нефть. Ты нашел мистера Данбери. Да не волнуйся, он весьма был любезен. Я с телефона все делаю. И что, тебе удобно с телефона все делать? Просто, ну я не знаю, телефон же это вообще труба. А с компанией пробовал? Так же лучше. «150 раз прилетело, но я делал свой текст». А что это значит? Что ты имел в виду? То, что тебе 150 раз прилетало авторские права, но я делал свой текст. Что это значит? Я думал, ты не собираешься вмешиваться. Я думал, ты придешь и уйдешь тихо. Спасибо. Ты спас мне жизнь. Спасибо. Я надеюсь... Ну, я не знаю, на что я надеюсь. Но может, это нам пригодится. Вот деньги. БГ. Угу. А он документы, кстати, ему не отдал по скрипту. Ну, документы, короче, у индейцев. Я, бро, вообще в шоке от одного человека. Лошадь почистить. Ты вот мне объясни вот эту тему. 150 раз пролетало, но я делал свой текст. Что значит это предложение? Агент Гамичиной. Привет всем. Главное, не сыграть в ящик. А, мы уже сыграли в покер. В очко хорошо, что не стали играть. Говорит, давай я подпишусь, а потом ты. Ну, а потом он отписался. Это стандартный, чувак, расклад. Так, предмет. Где шапочка моя? О, шапочка нашлась. Че еще? Что-то я хотел еще сделать. Можно что-нибудь сожрать. Че бы нет-то? Продуктов до хрена. Но как-нибудь придется их ехать покупать. Давай мясо доедим. Я зря жарил, тут сидел полночи. Так, готово. Смотрим, куда дальше надо пердолить. Скорее всего, в Сен-Дени опять. Но за индийцев это, кстати, не последнее задание. Давай, короче, мы, говоря, съездим на побочку, которую начинали с самым-самым первым заданием в игре. Агент Гамичиной. Обоюдные подписки актуальны до определенного момента. Дальше будет только стопить. Дальше это будет просто у тебя этих людей отпишут нахрен сначала. А потом... Да, ну ничего хорошему это не приводит. Это удержание низкой аудитории и так далее. Потому что взаимные подписки заходят на 2 секунды и говорят: «Здорово, чел!» Это значит, что я пишу в заметках сам текст, его читаю репом, и из-за битов сразу бам. Из-за битов сразу бан. Так это получается, ты, чувак, постоянно на каждый видос тебе должно прилетать авторские права. А я от него подписался даже. Это значит, что тебе каждый ролик прилетали чисто из-за музыки авторские права. Нет. Я думаю, даже, знаешь что? Тебе не за биатлон прилетело. То, что тебе не только за биатлон канал забанили, а тебе именно за музыку забанили канал. Просто так совпало то, что ты это из-за биатлона.
Дело не в том, что ты стримил биатлон. Агент Гамичинель. Блин, я все хотел начать РДР пройти, но так и не решился, как представил, сколько проходить ее. Да, это длинная игра. Ну вот сейчас у меня, допустим, уже по ней идет 10-й стрим. По 3 часа. Да, я понял, бро, это. 10-й стрим по 3 часа и еще где-то примерно столько же, ну может быть стримов 8. Это продолжительная игра, но она интересна, почему бы нет. Ну вообще как бы от человека зависит, кому как нравится. Что-то я жру эти леденцы, точнее скармливаю их лошади, а у нее статы не растут. Походу лошадь голодная. Рула Уба. Сейчас уже больше не прилетает ничего. Так потому что у тебя не смотрит никто ничего. Вот тебе не Рула прилетает. Уба. Взял быка за рога. Тан-тан-тан-та-да. Не, ну естественно у тебя еще и вот этот момент изменился. Рула Уба. То, что ты музыку перестал воровать, так сказать. Рула Уба. Да смотрит, бро. Ну хорошо. Но как ты думаешь, у тебя 19 подписчиков? Точнее, уже 4 подписчика. Много народу Агент смотрит? Гамичинель. Да офигеть можно. Хоть люблю вестерны, но не добрался еще. Раньше проходил все Halo of Juarez и Gun. Крутые игры. Call of Juarez я вообще не играл. Я когда плойку третью купил с рук, у меня там она была установлена. Рула Уба. А я не воровал. Ну как ты не воровал, если у тебя прилетали авторские права? Получается, воровал. Это кража интеллектуальной собственности. Если тебе прилетают авторские права за музыку, за видео и так далее, ты воруешь интеллектуальную чужую собственность, за которую люди получают бабло. Это и есть, называется, авторские права. То есть, допустим, ты взял, придумал какую-нибудь музыку, или там, допустим, снял какой-нибудь там ролик, кто-то берет, снимает, ну, у тебя ворует, срезает музыку с твоего ролика, который ты придумал. Договаривался И с потом людьми, используют- но оказалось, что на другого взял. Угу. Ну вот смотри, допустим, ты придумал какой-нибудь, написал свою Рула музыку. Уба. Музыку ты свою написал, и кто-то взял эту музыку у тебя из ролика, вырезал, и эту музыку использовал в своих целях и заработал на этом 2 миллиона. Тебе будет обидно? Ты будешь предъявлять авторские права этому человеку? Агент Гамичинель. Ну если прилетели, то как минимум мелодия полностью совпала. Для этого достаточно даже небольшого отрезка. Да, достаточно 203 секунды и все. Я такие вещи вообще вырезаю. По-моему, мне вот тут за РДР еще ни разу не прилетало. Были такие уже. Так, блядь, тут болото. Болото надо обходить. Ну так вот. Тебе же тоже будет обидно, если возьмут и твое, так сказать, произведение, которое ты сам придумал, и используют ее в своих целях и заработают на эти деньги. Тебе будет обидно. Вот и людям тоже обидно то, что ты у них музыку воруешь. Это интеллектуальная собственность, чувак, называется. Хорошо, что до суда пока не доходит в этом плане. Но все возможно. Так, что-то, блядь, дорога Рула путается. Уба. Уже брали, бро. Ну вот, я тебе говорю то, что если тебе было обидно, когда у тебя брали, Агент Гамичинель. Ладненько, я побегу. А Да, тебе всё. отличного прохождения. ок. А я думаю, она будет белиссимо. Потому что я уже не первый раз ее прохожу. Но все равно. Дело того стоит. Короче, так как тут болото, нормально напрямки не проехать. Вообще не Рула видно ни Уба. хера. Да, неприятно. Ну вот. И людям, которые придумывают музыку, и ты ее воруешь, им тоже неприятно. Вот они тебе и предъявляют авторские права. Плюс, с учетом того, что они на этом зарабатывают.
Ты же на этой музыке не зарабатываешь еще. Что вот. Не удивляйся, когда тебе авторка прилетает. Все справедливо. Рула-уба. А у меня полгода назад не было даже желания. Ну, всему свое время. И желание появляется и так далее. Рула-уба. Свои тексты делать. Так. Что-то затормозил, правда, как мешок с говном. А чувак умер. Изучить. Ограбить, взять. То изучить, то ограбить, взять. Какая-то странная херня. Ладно. Так, лошадь надо чем-то покормить, а то сколько продуктов что-то не съел, постоянно какая-то херня. Надо вот именно что-то взять, то что только для лошади. Хотя, подожди, можно вот так сделать. Пум. Потом предметы. И вот не то. Вот так. Вот норм. Это конкретно для лошадки. Я думал, они по трупу проехались. Короче, все, ну, теперь статы на месте. Поперли в город. Рула-уба. Но потом понял, что мне что-то прилетает, половину убрал с авторскими правами. Ну так это половина. Достаточно, чтобы твой канал забанить, еще, кстати, лояльно к тебе YouTube отнесся. Чтобы тебе швырнуть один страйк, достаточно 2 предупреждения. Видишь, ты на них никак не реагировал, они просто забанили и все. А ты говоришь, половину только убрал из предъяв. Сколько их там было? 20-30 предъяв. Даже если ты убираешь половину за 15 предъяв, не удивительно то, что тебе канал забанят. Так, вообще бы надо слезть с лошади. Лучше пешком тут пробежаться. Рула-уба. Месяц делал без авторских прав, но потом по какой-то хрен взял и начал стримить биатлон. Рула-уба. И попал. Я так понимаю, все равно тебе не за биатлон предъявили. Тебе предъявили не за биатлон, скорее всего. Они тебе, наверное, предупреждения какие-нибудь высылали. Ты смотрел вообще на почту, допустим, они тебе должны были написать. А что там еще? С томом. Вообще, по идее, на почту такие предъявы кидаются. В творческой студии еще сверху обозначается на главной странице творческой студии. Там прилетает, если тебе предъява какая-то серьезная, типа страйка или еще что-то, вот она высвечивается. Было что-то такое? Если было, то ты был предупрежден, типа ты не реагировал, они подумали, то, что ты в наглую, короче, пиздишь музыку и тебе пух. Вот и тебе и предъявили. Надо куда-то сюда подойти. Спросить про Кэллоуэя. Давай. Эй, я ищу Боя Кэллоуэя, и мужчину, который пишет о нем книгу. Они на этом пароходе? Добро прилетело прямо на ютубе. Ну вот, пожалуйста, значит тебе, короче, тебя предупреждали, дело не в биатлоне. Дело совсем не в биатлоне, тебя предупреждали, короче, тебе дали, скорее всего, какой-то срок или что-то в этом роде. Еще и, скорее всего, службу поддержки. Рула-уба. Лучше свою делать. Тебе служба поддержки написала, скорее всего, еще на почту. Ты тоже на это никак не отреагировал. Тебе дали время, ты тоже не отреагировал. Тебе, скорее всего, даже дали время, чтобы ты удалил эти ролики, либо удалил музыку. Ты никак на это не отреагировал. Они подумали, что ты на это дело хуй забил. И взяли, и все забанили. Так что все справедливо, ты сам виноват. Да, сэр, они здесь. Как раз в это время мистер Кэллоуэй обычно наслаждается прохладительными напитками на верхнем мостике. Идите за мной. Если поторопитесь, можете застать его трезвым. Кстати, в этот раз на корабль пустили без оружия. Мой безымянный друг. Рула-уба. Вы вернулись? Ага. Добро согласен. Как успехи? Как и следовало ожидать. Слышали какие-нибудь истории? Истории? О делах минувших дней. Ну, если честно, все пошло немного не так. Ты
Ты говоришь, что музыку начал делать, глядишь, может быть, у тебя вообще канал по-другому повернет свое русло. Допустим, ты будешь не с телефона стримить, что, кстати, не очень-то, если по-честному сказать. Рула Уба. Рекордер хотел еще стримить, я его сразу отвлек от этого дела. Так вот, я вот, допустим, вообще ни одного стрима не смотрю, если человек стримит с телефона. Это такое себе. Ну, там за редким исключением, как бы. Так что имей в виду. Кто знает, может быть, ты решишь, короче говоря, именно по музыке канал свой сделать. Если будет хорошо получаться, то почему бы и нет? Это так тебе задумка на будущее. Подумай над этим. Каналов с музыкой не так уж и много. Shoot a lot of people. Я перестрелял много народу. Вы примерно этого и хотели? Ну, я... Yes, that'll be fine. Да, очень хорошо. Как думаете, кто-нибудь заметил, что это мы были мы? Ну, те, кто застрелил, не заметили. Ну, то есть никто не будет возражать, если мы скажем, что это был он. Бой Кэллоуэй. Мне все равно. Главное, чтобы мы разделили прибыль. Разумеется, разделим. Литература грязный бизнес, но иногда она приносит хороший доход. Особенно если приврать. У Прекрасно. меня тут А ну, бросок стоять. теории очень хороший. Что вы тут задумали? Ничего. Что это за прыщ? Ну, знаете, я не знаю. Ты притворялся, что ли, что это я? Я никто особенный. Если вот я кое-кто, я не допущу, чтобы это был кем кто ни был. Ты чертов, но я даже не знаю, что ты за тип такой. Но поверь, я таким типом быть не хочу. Так что не притворяйся мной. Красиво излагаете. Будь ты проклят, Теодор Левин, подлая ты змеюка. И будь ты проклят, ты чертов никто. Я и так уже проклят. Я не могу присваивать себе славу за то, чего я не делал. Я старый человек. А с Ахиллесом такого не было. И с Гавейном, и с Цезарем. И со мной не случится. Я вас обоих прикончу. Сэр, успокойтесь, я легенда. Несомненно. Ладно, тогда докажите это еще раз. Я ничего не обязан доказывать тебе. Никто. Мне, конечно, нет. Но, может быть, вам нужно доказать что-то самому себе? У меня там стримы на теории очень хорошие. Тебе понравится. Также можно сделать, как и у тебя на ПК. ПК дорогой, не на что покупать. Интересно. Рула Уба. Интересно. Ну, вообще, стримы надо делать на ПК, а не через телефон. Потому что хотя бы задержки нет. От bmd.gg. Здорово, Доброго времени суток. у тебя хотя бы задержки как на с телефона не будет. Да и просто, ну, сам подумай, качество стрима там и все такое. Ну, телефон телефон это не стриминговая платформа, как ты сам понимаешь. Телефон это телефон. Трубка должна быть для того, чтобы звонить, а ПК это уже другое дело. Подумай. Рула Уба. А у меня можно бро без задержки. А ты в этом уверен, что у тебя задержка не будет? Так, а ты красиво излагаешь. Может, давай ты будешь писать книгу, а Платона мы этого пристрелим? Нет уж, не стоит. Такого же нам не убить. Вам убить, я имею в виду. Я от своих врагов давно избавился. Рула Уба. Я усталый старик. А теперь вы пьяны. Но я всегда ненавидел Слима Гланда. Он убил моего кузена. Но это было много лет тому назад. Этот Слим Грант. Что за Слим Грант? Вот он. Старый друг мистера Кэллоуэя. Никакой он мне не друг. Он маршал штата Аннесберги. Маршал штата? Убийца кузенов теперь делают маршалом штата? Ладно, я схожу за ним. Прекрасно. Мы будем ждать, что у вас с Беннером. Тогда бросайте пить и начинайте практиковаться. Иначе это будет не книга, а некролог. Ага, как скажешь. Уже стримил на 3-м канале. Ну, молодец. Если тебя устраивает стримить на телефоне, то что могу сказать? Окей, продолжай. Но я бы, допустим, не стал так делать.
Короче, дал он мне... Он мне дал бумаженцию, где у нас 4-й персонаж, которого нужно завалить. Надо осмотреть этот документ. А нет, смотри-ка. Хэллоуин попросил вас найти Слима Гранта и привести его к Беннервайскому водопаду. Угу. Слушай, да давай мы туда и поедем. Чё бы нет-то, да? Хоть туда и пердолить далековато, но мы хотя бы этот квест закончим. Это уже типа финалка какая-то. Последнее задание этого квеста. Давай так и сделаем. A very good morning to you. Надо осмотреть этот документ, я так думаю. Да, использовать. Перевернуть. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Бывший стрелок, ставший маршалом, последний раз замечен в Аннесберге. Возможно, у него тоже какое-то будет хорошее оружие, которое можно будет использовать в своих коварных целях. Он прям со стволом на фотке стоит. Возможно, у него какой-то хороший карабин. Ну, раз уж я в этом задании, блять, в самом начале, сраные телеги, раз уж я в начале самом, в этом задании смог найти лучшие стволы в игре, револьверы, то я не исключаю тот вариант, то, что у этого Гранта будет именно хороший карабин. Кстати. Раз уж я с оружейным недалеко, давай-ка мы докупим патронов. По-моему, я как-то хотел это сделать, но находился далеко от оружейки. Боеприпасы. Ок. Нет, слушай. По-моему, вообще карабин. Вот это единственное, что я потратил. Причем вообще ерунду. Стрелы нет. А где масло оружейное? Вот. Я тут оружие же тоже чистил недавно. Нормально. Пойдет. Максимальное количество. Да, все, до свидания. Все, побежали. Можно пока лошадку посвистеть, а то она пока добежит до меня. 10 тысяч лет пройдет. А там опять где-то пасется в ебенях. Скорее всего, на краю города где-нибудь. Хорошо свистим, чё? Вот так вот, наверное, я побегу, чтобы из города выбраться. Подожди. Да. И сейчас получается... Нет, не через кладбище. По прямой улице. Как вот мы самогонку везли здесь, так и будем. Блять. Через забор. О, норм. Все, ждем лошадь. Ждем лошадь, и по идее тут по прямой просто надо втопить, короче, и добраться вот примерно вот так. Где кобыла? Эй, вот, не застряла. Я через забор этот выход и нашел, а лошадь молодец. Лошадь нашла. Короче, пока топим по рельсам, а потом там уже сориентируемся по дороге какой. Вот вообще, в принципе, путь. Можно и по дороге втопить. Заодно и помоемся под дождиком. Кстати, давненько я не сохранялся. Это уж точно. — 46% игры пройдено только. Денег.
Потом же еще длинные миссии начнутся. Он еще на этот все-таки уедет рабом еще. Ну, короче, до хрена. Еще примерно игровых часов, ну не знаю, 25, наверное, 30 геймплея. Не считая пролога еще 10-часового. Точнее, не пролога, а эпилога. Эпилог еще часов на 10. Стой. Вот это вот. Я надеюсь, бабу я не замочил. Баба живая, отлично. Только труп не падает с лошади, он приклеенный. Так, взять. Тихо, тихо, да мы не его берем. Бабу надо отпустить. Ну, Артур, блядь, давай быстрее. Снять незнакомку, да. Да. Блядь, сейчас лошадь как увязнет еще. Странно, он ее бабу эту подобрал, ну ладно. Бросить. И развязать. Освободи меня. Ну давай, я хочу тебя освободить. Как? Почему нету действий никаких? Освободить, ну твою мать. Блять, ну что он тупит-то? Ну и где этот? Вот, освободить, наконец. Мне карма минусом упала. Я что-то не успел. Но судя по звуку, карма ёбнулась. Заебись, это какая-то опасная баба, походу. Кто же знал-то? А, по-моему, этот, как его... Если ее пропускаешь, и мужик ее просто на коне увозит, то тебе все равно карма минусом падает. Потому что уже было это событие. Я его проигнорил, короче. Или бабу убил. Да, я бабу в прошлый раз убил случайно. Блять. Да, карма упал. Твою мать. А давай, наверное, просто загрузимся. Тут я же только-только сохранился. Вот. Да, вот буквально 3 минуты прошло. Я сохранился. Проверим карму. Она и так еле-еле ползет, а мне еще лишний раз терять что-то вообще не хочется. Из-за вот этих вот 3 минут. Надо вообще-то, короче, эту бабу просто стороной проехать. Либо ее спасти, не развязывать, тоже как вариант может быть. Не знаю. Карма. Смотрим карму. Ну вот. Пока она типа в норме. Давай так и оставим это дело. Отмечаем побочку. Тут побочка появилась. Твою мать, чего как грибы-то растет? Потом, короче, пускай она горит себе. Давай-ка мы вот это задание чертово закончим. То сейчас будем 10 лет туда их. Ну и так слишком много она затянулась на всю игру. По идее, сейчас этого события с бабой не должно уже быть. Типа вот по левую сторону сейчас уже мужик не поедет.
Чё? Да, сохранение. Интересно, как часто игра сохраняется? Где-то каждые, наверное, минут 20. Нет, слушай, это событие все равно происходит. Но оно никак вообще не повлияло на меня. Хорошо. Пускай так и будет. Не будем заострять внимание, это странное какое-то задание. Может быть, действительно, это баба, она преступница, а я ее освобождаю. О, знакомый чувак, пожалуйста, друг, вы должны меня выручить. Ну, пожалуйста. У меня крышка, если я не избавлюсь от кандалов, то тут и сдохну, прошу вас. Блин, я не знаю, это, возможно, развод тоже. Рехнуться можно. Просто выстрелите в кандалы, одна пуля и все. Ну, давай. У каждого есть право на второй шанс, ну, пожалуйста. Карма плюс. Слава богу, я так давно мечтала услышать этот звук. Да, ну конечно. Мне жаль, что я не могу дать вам денег, но знаете, возможно, у меня есть то, что вас заинтересует. Парень, с которым мы были на одной цепи, болтал про одну, где живет одинокий пьянчуга, который припрятал бабки, короче. К югу от Роуса. Ты уверен, что об этом нужно рассказывать мне? Ничего я такого не говорил, поступайте как хотите. Ну, я не знаю, бабок до хрена, как бы, ограбление дома явно мне на пользу не пойдет. Поэтому мы это дело проигнорил. Но я хотя бы плюс к карме получил, ну и заодно уровень поднялся, как бы, но это фигня. Вот. То есть, буквально ты, да, едешь, короче, хуяк одно событие, карма минусом, другое событие, тут же карма плюс. Странно, но окей. Хотя бы так. Бабы хорошо то, что проигнорил, поэтому у меня все равно идет карма плюс. Я не знаю, как с той женщиной надо было поступить. Но она мне уже дважды на этом участке встречалась. Первый раз я ее завалил, карма минус. Второй раз я ее спас, тоже карма минус. Я не знаю, может быть, действительно ее ментам надо было сдать. Не знаю. Странно это все. Это странное задание. Там какой-то труп. Давай-ка мы его тоже шмонать не будем. Возможно, это что-то прям очень интересное. Вот. Это чревато. Еще одна побочка. Давай-ка мы ее как-нибудь отметим. Как-то так мы ее отметим. Я помню, кстати, задание делал. Вот так мы ее отметим. Но поедем все равно дальше. Таких активностей сейчас вот именно на этой дороге будет до хрена. Вот тут, по-моему, где-то по прямой, потому что я сейчас буду скакать. Где-то здесь чувак встретится, который решит предложить мне вместе на перегонки проехаться. И мы поедем типа вообще в обратную сторону, поэтому сейчас всеми силами игра мне будет доставлять подобные фишки, лишь бы я до туда не доехал. Поэтому игнорим, чтобы и задания, короче говоря, сохранялись. Мы их сделаем обязательно потом. Но если уж собрался в одну сторону ехать, то нехер отвлекаться на разные моменты. По-моему, чуть дальше, да. Мы от города этого, по-моему, поднимаемся вверх. Как он-то? Аннесбург. Мы от этого города поднимаемся вверх. И там где-то будет... А нет, слушай, оно прям в городе, это задание.
Короче, отсюда, если подняться наверх, то там, по-моему, продолжение квеста про Николу Тесла. Ну как его там? Марко Драгич. Там как раз замес про робота был. Так, а он на пароходе, типа. Ты меня вообще не слушаешь? Подойдем. Подойдем вот к этому. Я ведь не скрываю, приверженец науки. Наука есть Бог, да, сэр? И да поможет мне мой Бог. Можете меня хоть полюбить там. Мы убиваем себя, убиваем быстро, жестоко и бесчеловечно. Смейтесь сколь вам угодно, но в мире должен быть баланс, а сейчас этот баланс нарушен. Я знаю, это звучит как бред сумасшедшего, но оглянитесь вокруг. Оглянитесь вокруг и познайте истину и возрыдайте. Поговорим. Прочтите эту книгу, в ней все будущее американской науки. Берем книгу. Спасибо. Естественно, у него есть еще. У него таких книг до хрена. Надежда на будущее. Ну давай просто посмотрим документ. Типа я его прочитал там. Вот таким образом я типа прочитал его. Ну тут, наверное, очень что-то интересное, но... Кому? Не время книжки читать. Вот тут у нас какая-то еще побочка была. Тут, по-моему, что-то связано с сыном и матерью. Они где-то тут находятся. Вот. Зададим вопросы. Вот идиот, ладно. Он просто боится. Хорошую работу найти непросто. Не на науке, что? Нужно подумать о чем своих желаний. Чего? Блять, у меня там еще ученый в ухо сыт до сих пор, как бы этот квест с ним не закончился. Тут еще и баба разговаривает. Я вообще не понял, что. То, где что происходит. В жопу, короче. Где этот Кэллоуэй? Он вот тут, у шерифа в офисе. У шерифа в офисе только наводка, по-моему. Поздороваемся. Вы? Я ищу Слима Гранта, маршала штата. Говорят, вы знаете, где его найти, парни. О, маршал был здесь на прошлой неделе. Вроде бы он отправился в Бивер-Холлоу. Искал каких-то бандитов. Он вернется? Конечно, когда поймает тех парней, что ищет. А давно он уехал? Ну, пару дней. И вы не собираетесь его искать? Если бы вы не видели босса своего босса, он пропал и, скорее всего, погиб. Возможно, его убили кровожадные преступники. То стали бы вы его искать? Ну, да, наверное, потому что я дурак. Ну, теперь, когда он умер, маршалом, возможно, стану я. Я стану героем, буду ездить на лошади из города в город. Подумайте об этом. Могу пожелать только удачи. Найдите Слима Гранта в лагере бандитов. Возможно, он в заложниках вообще. А лагерь наверху по-любому. Ну давай, давай. Хотя можно немножко было посрезать. Ну ладно, давай на гору аккуратненько заберемся. Как-то так. И вот как-то так. Да. Отметим это дело на карте. По идее, лагерь не очень далеко тут. И бандиты вон там пасутся. Если я правильно помню, то мне нужно и бандитов убить, и вот этого вот маршала связать и притащить к этому деду-алкашу, с которым мы на поезде разговаривали. И у них там что-то будет вроде дуэли. И тогда вот это вот задание закончится целиком. И типа очкарик про это в книге напишет. Вот в принципе и все. Ну, с учетом того, что это задание было самым первым, которое ты находишь, то оно протяжением часов 50, наверное.
это до хрена как бы. Давайте, наверное, прервемся, да, на минутки 3. Сейчас я подойду. Вам? Включу вам пока музяки, чтобы мне было скучно. Там. Так. Сейчас я подойду. Ну вот. Продолжим. Так, давай, поехали к лагерю. Надо будет недалеко от лагеря, наверное, карабинчик достать. Там ребята-то, наверное, тоже не луком шиты.
Ну и лошадь заодно искупали. Пойдет. Вот он, лагерь. Так, давай, лошадь. Оружие. Да, вот эту, пожалуй, винтовку. Мы ее возьмем. И уход за оружием сразу же. Почистить. Статы мы ей попробуем поднять. Она не очень-то она испортилась. Она типа и была чистая. Ну ладно, лишним не будет. Все, пошли. Может, за тем камнем засесть. Тихо, тихо, тихо. Сразу же пальбу начинаю. Потому что они там все агрессивно уже настроены. А вот там чувак наш привязан к дереву. Ну, быстрей, быстрей. Блять. Ну, сдохни ты. Бля, мне главное мужика этого не завалить. Блять, он за деревьями ныкаются. Прям передо мной, суки, встали. И ничего с ними не сделать. Ну. Так, хорош. Быстрее, быстрее. Хорош. Целебное средство. Угу. Ну все вроде. Встаем. Встаем, говорю. Все, встаем. Сразу же лечимся. Чем-нибудь. Да, похер вообще. Вот так. Норм. Можно и шапочку поднять. Куда она улетела? О, в воду упал. Постирали, короче, заодно. Хоть бы отряхнул от воды, я не знаю. Мы не будем играть. Я не знаю, кто это, что это за бандиты. Платите Слима Гранта живым. Hey, over here. Да. Сейчас мы тебя возьмем обязательно. Бурбон мне не надо. Может, у них жратва какая-то есть. Маленько потратился на еду. Нет, слушай. Ладно. Вы, наверное, Слим Грант? Генеральный маршал Слим Грант. Освободить. Хорошо, сейчас я вас освобожу. Давай, парень. Отвезите Слима Гранта к месту встречи. Я хочу вас попросить вас об услуге, мистер Грант. Пустяковые услуги, расскажу по дороге. Так что не напрягайтесь, это действительно невероятно. Я маршал штата, если ты не знал. Да, я знаю, сидите смирно, разберемся. Теперь ты мне расскажешь, какого черта здесь творится? Я собирался до того, как вы наорали на меня. Так, ну если этот федеральный маршал, давайте все-таки их обнесем. Заберем всякую мелочь у них. Не думаю, что это богатые какие-то бандиты. Только одного для начала. Угу. Только одна пряжка у него. Ну, не густо, конечно. Но хотя бы карма не упал. Значит, их можно грабить. Бренди.
$1.83. Кстати, можно заглянуть, у них в повозке, может быть, что-то есть. Крекеры. Ну, хоть немного еды. Тут у них ни хрена нет. Ну да, какие-то нищие бандиты. Ну и ладно. Короче, немножко бухла, немножко еды. Ну их и было-то всего 4 человека. Сынок, черт подери, что ты задумал? Я везу вас на встречу со старым другом, что-то вроде воссоединения. Давай отметим сначала цель, а потом будем диалоги читать. Раз тут недалеко нам ехать. Сейчас тут будет эпичная дуэль. Может, хватит уже загадок? Я говорю все, что могу сказать. Это работа. Кто хочет вас увидеть, я везу вас на встречу. А что, если я не хочу этого кого-то видеть? Ну, это повод оставить ваши руки связанными. Я маршал штата, и это похищение. Кстати, да, брехня какая. Я вас спасаю, просто. Небольшой крюк на пути к свободе. Я тебя за это арестую, ты бесстыжий нахал. Но он подохнет. Ну вот опять, мистер Грант, вы себя не щадите. Как тебя зовут, сынок? Никак, я и вам не сынок. Сидите смирно, я отведу вас к вашему другу, и все закончится. Блять, путанная дорога, куча деревьев, еще и диалог идет. Ну, как обычно, короче. Сейчас еще, если кто-нибудь нападет, вообще будет хреново. Это он, орет? Ну вот, сюда, почти на месте, маршал Грант. Надо вот туда, вниз. Вон там старик. Да-да. Это не старик, это писатель. Ну давай, снимем этого Гранта. Разместите Слима Гранта возле Левина. Просто кинуть его надо. Вы его нашли. Бросаем. Ну да. Это правда, что вы убили его кузена в 82-м? Чьего кузена? Моего. Я никогда не стрелял в тех, кто этого не заслужил. Ты застрелил Джеда Коллоуэя. Ага, и тогда же сказал, что и тебя застрелил. И застрелил бы, если бы ты пришел. Я был там. Нет, не был. Ты бежал из города. Возьми свои слова назад. Но мне уже все равно. С тех пор почти 20 лет минуло. Мы оба старики, нам повезло. Давай сразимся. Ты тоже старик. Сразись со мной. Не поздновато? Будь ты проклят. Ну, кто ж в спину-то стреляет? Что за отстой? Полагаю, вопрос закрыт. Я выстрелил ему в спину. Черт возьми, я выстрелил ему в спину. Ну, с кем не бывает. Будь ты проклят. Вы оба прокляты. Успокойтесь, кому какое дело. Вам следовало застрелить его еще 20 лет назад. Теперь он мертв. Вы больны, голову. Мрази, вы попробуй выстрелить в меня. Зачем? Я сказал, стреляй в меня. Нет. Да. Блять. Я на секундочку не успел. Контрольная точка. А я ему в ухо метился. Почти. Я ему глаз долбанул. Вот дерьмо. Это точно. Ну, по крайней мере, твоя книга обрела завершение. Он мертв. Только не начинайте. Нет, я не начинаю. Я счастлив. Я свободен. Теперь я снова могу быть автором вестернов.
а не одним из персонажей. Да, он был очень дикого нрава. Знавал я диких людей, но чтоб таких, у него был сложный характер. Мне жаль, что пришлось его застрелить. Нет, не вы его застрелили, He did а он in the back в спину, after he когда он mortally wounded смертельно ранил Слима Гранта fair and square. в честном бою. Да, все так и было. Last of the Последний из gunslingers. стрелков. Ну, More or less, I guess. один из последних. There's more? А есть еще? Oh, there's always Всегда найдется somebody желающий who's выстрелить back тебя в and спину и rewrite history. переписать историю. Oh, hey! О, кстати, куда мне выслать вам деньги? Отправь их Тациту Килгою. No, that ain't И my нет, real name. это не мое настоящее имя. Ну вот такое вот и завершение истории. Тут где-то валяется хороший типа ствол. Давай посмотрим, что за пистолет такой. Револьвер Кэллоуэя. На ковбойский револьвер. Ну давай. Так, посмотрим, какие статы у этого оружия. Ну, такое себе, кстати. Меткость побольше. А поменять его как-то я могу? Я забыл, как оружие менять. Подожди, может быть, это возле лошади надо делать? Во. Так. Вот флако. Ну, чуть-чуть оно получше. Перезарядка чуть медленнее, меткость чуть побольше. Урон ниже. У этого чуть выше. Ну давай, в принципе, разницы никакой. Мало ничем отличается. Манать мы этих чуваков не будем. Опасно. Ту-ту-ту. Теперь побочные все квесты, короче говоря, пропали, да? Посмотрим, может быть, на пути что-то попадется. Пока только вот этот светится квест. И все. Там волки рядом, надо валить отсюда. Ехать, кстати, еще до хрена, но если через город поедем, то можно побочки какие-то взять. Out of the damn way. Там город как-то на Г называется, и там типа несколько побочек можно выхватить. Ну, поехали, короче. Раз тут ничего не горит. Подожди, вот если спуститься прямо в город. Hey there. Я ж там мимо проезжал, и только тогда квест загорелся. Блин, как бы тут
А, вот так можно спуститься. Подожди, нет. Нет. Надо вот именно в город вниз. Ханнесбург. Да, Ханнесбург совсем на Г. Давай тогда. Так, вот, блядь, лошадь. Вообще охранник что-то сбунтовался. Какие-то задания открываются? Нет. Давай пониже. Вот здесь они были. Где-то я вот тут проезжал. Блядь, еще. Че он такой запутанный? Мужики, аккуратнее. Давай ниже спустимся. Да, вот здесь спускается, и надо по центральной улице проехать. Где-то тут был квест. Только по другой какой-то дороге. This here gun is. Yeah, this is how a gun should feel. Take some skill to use one of these. Видимо, время суток неподходящее. Тихо. Я кого-то, по-моему, придавил, короче. Ладно. Видимо, время суток. Время суток, видимо, не совсем подходящее, но и хрен бы с ним. Короче, как-нибудь в другой раз. По-любому, если этот квест есть, то он никуда не денется. Ничего страшного. Бля, снова пердоли через полкарты. О, вот тут, оказывается, задание было. Да? Ван Хорн. Ну точно. Так, давай тогда. Мы не будем основные квесты пока проходить. Тут и побочные интересно. Мне в само здание. Про инвалида. Нет, Бертрам говорит нет. Вот это очень мило, да, поздороваемся. Что случилось? Представьте только, спасаешь людей, вскармливаешь их своей грудью, образно выражаясь, как мать, заботишься о них, растишь их, а потом они вонзают тебе нож в спину. Вы когда-нибудь предавали близкого друга? Предатели? Они просто несчастные, презренные, недостойные любви люди. А я сделал их звездами, мечтателями, артистами. И они? О нет, теперь одной семьи ему мало. Нет, он бросил всех и ушел. Мой маленький лизионист взял, да и воткнул своей мамочке нож в спину. Ах ты ж сраный. Нет, Бертрам, еще. Бертрам, отпусти этого добряка. Сделайте что-нибудь, он его съест. Спокойно. Надо подраться с дурачком или... Пиздец, инвалиды бить. Прям в рыло. Он же инвалид, нахрен его бить. Когда он вырубится? Я чуть сам не отъехал только что. Давай, вали уже. Блять, когда он упадет? Глупый маленький человек. Все, хорош. Бертрам, иди сюда.
Да, Марджери здесь. И тебе больше никто не сделает больно. Мама, Keep that thing вам in a бы cage. стоило держать эту тварь в клетке, а тебе стоило бы подумать о том, как ты его кого-то обслуживаешь. Не волнуйся, мы заплатим за все, что сделали. Бертрам, иди сюда. Только мама может о тебе позаботиться. Никто не любит тебя так, как я. Особенно этот Магнифико. Но он мой друг. Будь он твоим другом, тогда сейчас он бы был бы здесь. Тогда бы он нас не бросил. А у тебя не было бы этого Бобо. Бобо болит. Знаю, мама тебя вылечит. Но сначала ты должен сказать, куда делся этот слизняк. Но Бертрам обещал. Да, но ведь Магнифико тоже обещал, да? И не просто обещал, а подписал контракт, а потом его нарушил. Поэтому скажи, где именно он находится. И тогда мы будем квиты. Умница, умница, он в лесу. Почему ты мне сразу не сказал? Проси прощения у этих людей. I'm sorry. Мне жаль. I'm sorry. Мне жаль. You gave me a Вы сделали мне Бобо. Больше не прикасайся к Шерри, понял? Бертрам любит Шерри. Только не заводите его. Спасибо за помощь, незнакомец. Если вы видите маленького гаденыша, который спит в лесу, не могли бы вы немного пошуметь? Мы придем на шум. I could try. Я попробую. Кстати, его зовут Магнифико. Вы сразу его узнаете. Бертрам, пошли. Короче, этот Магнифико, это фокусник, который какие-то там небольшие деньги украл у этой тетки, которая с дурачком возится. Можно, в принципе, сразу к нему ломануться, почему бы нет. Не совсем помню это задание, но там ничего такого прям сложного нету. Просто нужно найти чувака и, скорее всего, его вырубить. Либо обокрасть, что-то такое. Давай посмотрим, где он находится. Как раз, в принципе, почти по дороге. Карлик. Бертрам сказал, что Магнифико разбил лагерь где-то в лесах. Поехали к нему. По-моему, уже была еще одна побочка. То ли в этом городе, то ли где-то рядом. Ну ладно, давай попробуем. Кстати, надо бы сохраниться. Я помню что-то такое, то что я вроде как парился с этим карликом, что-то как-то там было такое вот. То ли он прячется хорошо, то ли вообще просто исчезает, испаряется в воздухе. Что-то такое, блин, я вот не помню. Мне же интересно, что это за квест. Ну, по-моему, он на этом и закончится. Максимум, может быть, этой бабе надо будет бабло вернуть или какие-то документы. Посмотрим. О, сэр, вы как раз вовремя. Я заблудился, у меня нет ни пищи, ни воды. Сейчас посмотрим, чего у тебя не хватает. Я думаю, это грабитель. Вот не могли бы отвезти меня в город, пожалуйста. Также я рад вас видеть. Понятно. Козел. Мы его не обносим. Пошел он нахуй. Да, я же говорю, это грабитель. Все, никто ничего не видел. Я никого не убивал. И слава богу.
Норм. Если было бы и больше, то я бы, наверное, его не замочил. Свинья, блин, визжит. Там я что, режут, что ли? Вон-то кабан тут. Кабаны носятся. Так, вот тут тусуется этот Магнифико. Давай лошадь почистить. Чистить. Чё бы нет, а то запылилась. Лошадь вместо белой постоянно становится пятнышко. Все? Хорошо. Пошли. Кстати, давай-ка мы карабинчик возьмем. Что-то мне припоминается, что этот Магнифик, он не совсем простой чувак. Вот так, допустим. Где он? А, вот. Попробуем сначала просто поговорить. Он не нападает. Возможно, настроен даже дружелюбно более-менее. Whoa, that's amazing. Потрясающе. Как скажете. Are Вы, ого. you Magnifico? Вы случаем не Магнифико? I'm not going back. Назад я не вернусь. Она ведьма. Ведьма? Кто? Преста. Маджори. Ну, вы ей очень дороги. Я звезда. Это все я. Я делюсь деньгами с ней и с этим существом. Держитесь от меня подальше. Вы с ней занимались любовью, да? Вовсе нет. Она суккуб. Она суккуб. Stay away from Не подходи. Hey, Эй, приятель, вернись-ка. Да, погода отличная, чтоб такого маленького чувака искать. where you running off? Куда побежал? You got the wrong end of this. Hey, will you talk? Хуя. I'm going it alone. Я буду выступать сольно. Стой, а, наверное, лучше его... Лучше его, наверное, в лосо попытаться завалить. Найдите магнификов в клубах дыма. Pulling here. You're here, I'm gonna find you. Его тут явно нет. Very clever. It's steak dinners. We're gone. Он исчезает быстрее явно, чем я это в лосо кидаю. Как карлик может удрать от здорового мужика? Now where you gone? Куда ты подевался? Magnifico! Can't magic out of this, partner. Come on now, she ain't as bad as all that. Он за деревьями стопудово. Over here, dummy. Я здесь, балбес. Я не вижу. А, на самом деле. И как мне его оттуда? See a trick? Показать фокус? Давай я свой покажу. А, лосо мне его не сбить. Вот падла. А ну слезай, гаденыш. Ain't you led me on a merry old Да, ты уже заставила меня побегать. Слезай. Она сказала, ты подписал контракт. You want me? Хочешь меня поймать? Ну давай попробуй. Hey, hold on now. Эй, а ну стой. So long, dummy. Так убегать надо. Долбанет. Вот, он исчез. Ты где? Опять побежали. Давай-ка мы опять лосо достанем. У него типа стрелять не надо. Блять.
Он на поезде свалил? Не думаю. Он дальше. Эх, чуть-чуть я его не достал. А его не надо ловить. Проклятие. Но нет. Друг. Друг. Друзья навек. Смотрите, кто вернулся. Я не вернулся. Меня ждет Бродвей. Я уеду на следующем же поезде. Вот как? А у тебя хватит денег на билет? Потому что, если верить нашему, ты спустил все на заработок на шлюп. Может, и спустил. А что на тебе сдался человек ростом с полпенька? Даже дрянные шутки, те же фокусы. Половину меньше размер. У тебя есть Бертрам и этот остолоп. Что он вообще за существо такое? Недостающее звено? Помолчи, тупица, ты меня продал. Прикуси язык. Зачем я тебе понадобился? Я тебе только в тягость. А ты, остолоп, уйди куда подальше. Все же лучше делайте себе карьеру. У меня кончилась жратва, и я не знаю. Оставьте меня на съедение медведям. Я им все это на зубок. Ты меня обокрал. Поэтому ты будешь вытаскивать кроликов из задницы, пока не сморщишься окончательно от старости. Давай его туда. Тоже мне друзья. Мы не друзья. Мы семья. Как бы больно это не признавать. Семья? После всего, что было? Конечно, глупый ты человек. А он? Я его встретила в баре. Он согласился помочь. Жить без удос мне... Я знаю, иди к мамочке. Мне тебя не хватало. И не вздумай больше так убегать. Снова вместе, снова вместе. Я рад, что все кончилось хорошо. Благодаря вам. Скажите ему спасибо, мальчик. Спасибо. Да уж, спасибо большое, Столов. Нет, полезай назад. Мы дадим вам долю с продажи билетов на вашем следующем шоу. Ты это заслужил. Следующее выступление будет в Сен-Дени. Расписание можете узнавать в кассе. С такой стати мы будем тратить деньги делить. Да вы вместе, недомерок и недоумок. Пока-пока. Откуда же вы такие свалились на мою голову? В Сен-Дени, если мы зайдем в театр, продолжится этот квест. Там они будут показывать фокус, в котором можно поучаствовать. Это что за ложь? Это ложь приперлась. Ну окей, нам не до нее. Теперь. Это что? Марко Драгич появился. Это как раз квест про Франкенштейна. Блин, ну я не знаю, туда что ли съездить. Пока, ну тут далеко как бы. Поехали. Потом основной. Там еще, походу, придется переодеваться в теплую одежду. Хотя кого-то задавил копытами. Сорянчик, я не специально. Где-то вот на этой железной дороге, что идет по левую сторону, раз в игре в 3 часа ночи 13 минут появляется поезд-призрак. По-моему, это только после 6 главы появляется. Что тут за костерок такой? Где-то тут по дороге еще будут попадаться людоеды. А здесь, по-моему... Так, лошадь нервничает. Я думаю, надо проехать это дело мимо. К тому же они агрессивно настроены. Пизду. Не будем рисковать.
Эти зловещие домики стоят. Ночью они довольно-таки стрёмно смотрятся. Давай, выше. Это, видимо, пастухи какие-то. Блять, опять кого-то убил. Ну, в смысле, копытами. Какую-то зверушку. Реально можно живность не стрелять, а вот так вот проехался тудым-сюдым, набрал пушнины, пожарил. Отвалите от меня. Волки. Лея. Я успел? Easy. Я успел. В смысле, блять, он сдох? Блять. Он же был живой. Okay. Сорян, чувак, я хотел тебе помочь. И главное, собаку, или, по-моему, это волк был. Он, видимо, слишком сильно его покусал, короче, и чувак уже потом умер, как собака убежала. Ну ладно. Жаль мужика, но я чуть-чуть не успел. Как я знаю, как еще быстрее надо было реагировать на это событие. Погодка так себе. И темно, и туман. Зато лошадь помыть. Кстати, бы надо ее еще покормить. Почему бы нет? Так, это моя жратва. А это лошади. Кормим. То у нее что-то статы вообще наполовинку. Нихуя не вижу. Лучше не разгоняться, чтобы в камень какой не въехать. Радуга. Да, видимость вообще отстойная. Так, приблизительно вижу дорогу. Где-то вот по этой дороге будет мужик попадаться, который предложит погоняться на перегонки с ним, только в другую сторону. Так, вот здесь, да. Вот здесь у нас Марко Драгич, он же Никола Тесла, живет. Вот это вот у меня хрень молнию забирает. Давай, мы идем прямо к нему. С обратно. Не, ну прикольную штуку мужик построил. Прям молодец. Эй! Вон там Франкенштейн уже. Есть кто дома? Эй! Если вы пришли меня грабить, довожу до вашего сведения, что у меня есть оружие, которое растворяет внутренние органы. От вас останется только лужа на полу. Профессор, я не собираюсь вас грабить. Это я. Я помог вам на пруду. В самом деле? Действительно. Фигляр. Эй. Привет. Надеюсь, я вам не помешал. Разумеется, ты мне не помешал. Я почти решил самую большую проблему человечества, а ты все испортил. Я? Нет, но я испортил... Я никак не могу настроить молниеприемник. Итак. Это геометрия жизни. Великая теория силы. Великая теория теорий.
Осталась лишь одна проблема, большая. Может, я и решил ее, но я не могу и все выставить как надо. Я не понимаю. Ну, конечно, не понимаешь. Помоги мне отрегулировать. Сейчас я все покажу. Вот, возьми. Ну, из меня плохой ученый. Пожалуй. Ты американец. Наука не твоя стезя. Но фигляр из тебя выйдет хороший. Иди. Короче, вот эти вот штуки надо теперь в землю повтыкать, чтобы он смог задействовать этот генератор свой. Иди по вспышкам вверх по холмам, установи молниеприемник, где свечение будет ровным. Когда все три молниеприемника будут установлены, ударит молния. Мы укротим силу природы, чтобы создать жизнь. Идите, чем вы ближе к электростатическому чего-то там, тем ярче вспышка. Так. Прибор чаще работает. Вам надо, чтобы он прям на постоянку горел. Нет, не в эту сторону. О-о-о. Блин, а куда? Только что же было. О-о-о. Одна нашлась. Где-то тут. Скорее всего. О, он светится. Давай. Первый. Таких надо 3. Хорошо, теперь найти точку для второго молниеприемника. Ну, скорее всего, от к этой горе надо бежать. Волки просто воют, не переставая. Надеюсь, нападать не будут. Так, ну выше сюда не забраться. Но вот в той стороне что-то получше. О, где-то тут. Вы не говорили, что на самую гору надо? Бля, походу. Да, я падаю тут. Ну-ка, давай попробуем вот тут забраться. Да, хера с 2. Тогда ниже. Нет. Да, блядь. Надо в обход. Как я здесь могу забраться? Да, вот там вот, кажется. Да. Как раз между двух вот этих скал. Ну, где-то здесь. Еще дальше. О, вон туда, где молния долбанула. Давай. Надеюсь, молния в меня не жахнет. Остался один. Где-то рядом.
Угу. Там где молния ударила. Либо возле дерева прям. О, вот туда. Да. О. Все, теперь к мужику. Потрясающе. Возвращайте в лабораторию. Так, мне бы аккуратненько это сделать. Еще погода замечательная. Ну все. Надеюсь, молния меня не убьет. История принадлежит нам. Ну да, естественно. Тайны природы и жизни. Славный день. Сейчас типа вот эта хрень должна заработать. И восстанет Франкенштейн. Wonderful. Чудесно. I wish I ever went to Ходил бы я в детстве в school, so I школу, had a может, clue понимал what бы was сейчас, going что on. происходит. What now? И что теперь? Теперь я стану вторым существом. Second creature after God himself После самого to Господа, bring которое life принесет жизнь to this earth. на эту землю. Например, вот так. Ничего не работает. Снова чинить надо. Am I missing something? Что-то я проглядел. Ah, the switches. The Рубильники. bloody switches. Проклятые рубильники. Так, Line заберись вон up туда there and adjust them и for me. перекинь их. Go quick, please. Пожалуйста, скорее. Шли, включать. Забираться вот тут. Эй. Нет, значит не тут. Надо попасть как-то вовнутрь этой хреновины. О. Да. Черт меня подери. Во что я ввязался? Побыстрее как-то, нет. Рубильники на щите. Ну, включишь один, другой выключится. Тебе нужна тройная элиминация, так что пощелкай, пока не получишь желаемое. Угу. Ну, не загадочка, да? Просто скажи, какие чертовых рубильников должны быть включены. Я инженер в области невидимых волн, а не в области электротехники, ясно? You better hope I ain't fried up here. Ну давай вот этот. Ну вот этот. Ну это эти сейчас два вниз опустятся. Сука. У вас забава какая, да? Вот этот. Чем-то мне резидент напоминает. Да, блять. Подожди, получается вниз рубильник горит. А не вверх надо их. Надо, чтобы все внизу были. Ну давай, дергайте быстрее. Сучьи рубильники. Попробуем так.
Блядство какое-то, а? Так. Один вверху, эти два внизу. Если я этот опускаю, то эти два отключаются. Ну давай. Этот вниз, эти два отключаются. Если я вот этот отключаю, вырубаются эти два. Что-то такое, знаешь, ощущение, то что, блядь, надо вообще отойти, чтобы нормально заработал. Потому что при любом раскладе у тебя два вверху поднимается. Я сейчас этот запускаю, эти два выключаются. Один. Ну-ка, вот этот мы поднимаем. Какая-то же должна быть комбинация. Все три вниз. Ну-ка, отойдем. Может быть, где-то еще что-то есть? Нет, ни хера. Квест не закончится, пока не включишь рубильники нормально. Пока не загорятся все панели. Понятно. Так, ну давай. Включается два. Вот тут. А этот мы поднимаем кверху. Чтобы загорелся вот этот. А теперь этот мы поднимаем кверху, чтобы опустились вот эти два. Один. Если я его поднимаю, то тогда эти два опускаются. Я не понимаю, что это загадка. Какая-то ебань. Так. Странная комбинация, но окей. Это сработало, и слава богу. Заработало. Спускай сюда. Давай, сейчас подойду. Бля, а что он так в Dark Souls не делает? Это бы очень не повредило. Are you ready? Ты готов? Sure. Ну да. Second time lucky. Может, со второго раза сработает. Со второго? Скорее, с 7000-го. This is Это my труд life's всей work. моей жизни. It is И он incredible. невероятен. Робот. Watch. Смотри. Прикольно ее. It's alive! It's alive! He lives. Он ожил. My son. Мой сын ожил. What is it? Что это? Это сама жизнь. Morons who Эти doubted кретины сомневались во мне. Мы сделали это вместе. Взгляни на него. Разве он не прекрасен? Но он живой. Робот работает. Is that it? И это все? Пока да. I am Я так рад. you. Just Ты saw лицезрел creation's чудотворение. second birth. I just saw a Я machine. лицезрел только что, как машина проволочилась пару шагов. Have a son. Я обрел сына. I am the Я самый luckiest счастливый man человек на земле. those Я, эти кретины, они во мне I'll сомневались. see you later. До встречи. Yes. Да-да, прощай. Goodbye.
Точно не знаю. Точно не знаю, но если с этим квестом все, то если еще раз сюда вернуться, ученый будет убит, а робота не будет на месте. Робот будет находиться где-то в горах и постоянно повторять слово «папа». Ну, типа сожалеть, короче. То есть это говорит о том, что он починил этого робота, он его замочил и ушел в горы. Вот такая печальная история. Ну, как бы вот, с этим роботом больше ничего не сделать, только его можно замочить. Все возможные варианты. Так, ну чё, больше тут пока никаких побочек, ничего нету, поэтому двигаем уже на основное задание. У меня типа на это есть 40 минут. Сохранимся. Ту-ту-ту. Давай. Сюжет. Да, помчали. В принципе, быстро доберемся, если никто отвлекать не будет. Ну, вроде как в херовую погоду и никто и особо не отвлекает. Это волк или кто-то поет? О, волки. Это оборотень, что ли? Блять. Плохая идея была тут остановиться. Давай. В смысле, я же его завалил. Блин, этого чувака уже не найти, да? Это же был оборотень, стопудово. Он был тут. Бля, печалька, конечно. Я посмотрю, конечно, его возле реки, но... Не, никого нету. Но, по-моему, это был оборотень. У меня волк отвлек, а он свалил. Если бы я его догнал, было бы, наверное, что-нибудь прикольное. Ну ладно. Давай что-нибудь сожрем. По-моему, меня маленько грызанули. Блин, он куда-то туда дернул. Скорее через лес. Надо будет поинтересоваться, что там за тема вообще с оборотнем. Может, его где-нибудь в другом месте можно встретить. Ну, это явно что-то странное. Ну, типа, это, походу, на самом деле был оборотень. Чувак сидел на картах. И видно, что он там или что-то ел, или выл. Но вой был странный. Явно не волчий. Но волки рядом тоже были. Хер знает. То есть мы тут уже посмотрели НЛО, встретили оборотня. Привидения я еще не видел. А что еще тут? Знаки еще вампирские не встречал. Но я особо внимательно не смотрел. Их только можно в городе Сен-Дени встретить.
И маньяк еще попадался. Че так часто туман? Че за хрень вообще? Куда не едешь, вечно туман. Да. Угу. Я помню это раньше, я постоянно как не проезжая мимо него, кто-то агрится на меня. Можно, конечно, туда ворваться и просто всех перемочить, но это будет негуманно. За это могут снять карму. Все, погодка налаживается. Правда, лошадь бунтует. Че орешь? Все, угомонилась? Давай погладим. Так, что-то бешеное. Кинуть, конечно, она меня не скинет. Давай-ка угомоним ее. А? Она, наверное, из-за хищников каких-то до сих пор паникует. Уши животных мною сбитые валяются, походу. Бля, это еще только лемони. Да, далековато мы ускакали. Далеко находится этот ученый. Но, по-моему, за него квестов уже больше не будет. Он был типа финальный. Так, где-то здесь, по идее, наш лагерь. А после лагеря, да, вон где трубы. А, нет, поезд. Я думал, это город уже. Да, вон трубы, и вон там Сен-Дени уже. Почти на месте. Давай чуть-чуть притопим. Но мне, кстати, не в сам Сен-Дени-то нужен. Мне чуть дальше лагеря надо проехать. Там уже что-то там за бабу решать. Но я помню за нее квест, короче, она попросит каких-то чуваков, далеко расположенных от этого места, куда я сейчас еду. Каких-то чуваков завалить, их там очень много. Ну, в какой-то лагерь, каньон поедем, по-моему, что-то такое. Короче, не ближний свет добираться. Возможно, это многоступенчатый квест, как бы, и он не первое будет задание. Эта баба еще будет много раз встречаться за прохождение всей игры. Не обращаю внимания. Открытые письма на почте и посылки. Возможно, тёлка какая-то нам написала. Ну, вот это вот. Которую мы там в рестораны таскали. Ладно, потом. Бля, или сейчас. Давай, пока почта рядом. И заберем. А почта же рядом. Где почта? Да, не хуй там. Ну давай. Может быть, квест появится, хер его знает. По идее, письма пишет только за тёлка моя бывшая, и все. Его бывший. Кому мне еще писать-то?
В принципе, на почте еще можно глянуть, вдруг я кому-то что-то задолжал там. Вдруг я что-то пропустил, но меня штраф повесили. Ни хера не вижу. Блять. Брошюра. Так, вот. Давай. Подходим. У вас не открыто. Забрать почту. Давай посмотрим штраф сначала. Ага, я никому ничего не должен. Отлично. Забрать почту. Приглашение мэра Лемье доставлено сегодня. Давай. Прочтем. Осмотреть документ. Что он пишет-то вообще? Месье Килгор, я очень рад вашему знакомству, состоящемуся на днях в моей резиденции. Занимая определенную должность, приходится встречаться со множеством людей, так что всех и не упомнишь. Однако я заметил, что вы находились рядом с моим кабинетом в тот момент, когда произошел несчастный случай с бедным Пьером и исчезли некоторые документы. Я слишком давно в политике, чтобы открыто выдвигать обвинения, но опять-таки мой политический опыт не позволяет мне не заметить, когда кое-кто оказывается передо мной в долгу. Думаю, ваш горячий дух, фронтира и мой цинизм, привезенные из Старого Света, вместе смогут творить чудеса. Не окажете мне хотя бы во встрече. Приходите в резиденцию мэра с заднего двора в любой удобный вам вечер. Постучитесь в дверь, и мой помощник Жан-Марк впустит вас. Короче, мэр спалил то, что я украл. Какие-то там документы. И типа ждет меня, короче, на встречу. Он в открытую заявлять об этом не стал, он типа делает намеки. А что не приедешь, тебе пиздец. Ну окей. Пока никуда ничего не надо. Мы едем на квест. Давай так. Возможно, именно надо к этому зданию мэрии подойти и постучать, тогда квест заработает. Не знаю. Но если он не отмечается, то и в рот ему ноги. Тем более я не помню, где тут мэрия находится. Давай, быстрее. Это он подтупливает, когда народу много. Пытается прыгнуть на них. Давай мужику поможем. Карма не лишняя. Дать денег, да. Get yourself some real food, huh? Слушайте, вы должны это взять. Эликсир из женьшеня. Хилки, короче, мне дали. Я проиграл все деньги в покер. Понятно. Но больше ничего такого не это. Над оружейной лавкой. Ну, короче, мне дал эликсир женьшеня за $25 и дал на водку. Типа ты можешь там, где оружием торгуют, на второй этаж подняться и типа сыграть на хорошие ставки. Покер. Спасибо, не интересно. Если денег до хрена, нахер не в покер играть. Там же могут обманывать. Я не знаю почему, но у меня постоянно, вот когда был этот квест, ну я его припоминаю, баба, с которой ты этот квест проходишь, она мне почему-то Сэнди, блядь, напоминает Спанч Боба. Не знаю, она как-то тоже такая рыжая, короче, шебутная. Вечно что-то надо ей.
Если она тоже будет вам напоминать Сэнди, то плюс комменты. Да, это наш лагерь. Джон уже орет. Что это? Свои, ебать. Давай на квест. Так-то у меня, в принципе, все есть. Баба в доме, да, сидит? Окей. А нет, вот он. Сэдди. А ее даже зовут так. Сэнди, How Сэдди. you doing, Mrs. Adler? Как дела, мистер Адлер? How are you? А как ты? Это было то еще путешествие с тех пор, ну, как я присоединилась к вам. Yes. Да. Now you and Doug Теперь вы с Дачем, значит, вращаетесь в высшем свете, Боже праведный. Seems so. Да, похоже на то. Думаю, я никогда не вернусь в высший свет. Well, Ну, I just saw Bill я только что видел Билла Уильямса на вечеринке Saint-Denis's mayor. в доме сэра мэра Сен-Дени. Если он смог это сделать, то сможет и еще раз. Найди как-нибудь. Да, наверное. И, наверное, точно Артур Морган. Идем, надо поговорить. Mrs. Adler, will you Мисс Адлер, с вашего разрешения. Дач, когда ты уже возьмешь меня на настоящее дело? О боже, еще бы парочку, мы захватили бы весь мир. more like her? There Еще wouldn't be парочка much таких, от мира ничего не останется. Perhaps. Да, вероятно. Now, Итак, trolley bus трамвайная станция. I went down there. Я пошел туда, посмотрел на нее. I think we can. Думаю, ее можно взять. I ain't never robbed in a Никогда city. еще не устраивал налеты в городе. Планированием займусь я. Поедешь со мной? Как всегда. Just you and me. Только ты и я. Need one more, Нет, думаю, нам нужен третий. I say Lenny. Предлагаю Ленни. Не Мику? If you want to Ну, смотря, что тебе нужно, кровь или деньги. Знаешь, мне хотелось бы сделать так, чтобы вы поладили между собой. Ну, это просто. Заставь его измениться. Очень смешно. Короче, Дач прям хочет, чтобы мы с Микой помирились. Типа начали дружить, потому что Дач хочет и с Артуром дружить, и с Микой. И он не может разрываться между двумя, он хочет, чтобы все дружили. What is that? Что это? Круто. Это Киран. Что, черт возьми, с ним сделали? Смотри, там, за деревьями. Всем спрятаться. Сюда идут ребята у Дрискала. Так, нет, мне нужен... Блять, а у меня ствола-то нет. Подожди, стой, есть же винтовка какая-то. Винтовка Спрингфилда. Плохо видно. Бам. Второй. Третий. Четвертый. Ты нам нужен внизу. Да подождите, я еще наверху никого не убил. Еще один минус. Артур, давай. Блядь, пострелять даже не дал. Давай вниз. Доберитесь до парадного входа. А, это наш? Я уже хотел стрелять. Мистер Пирсон, вы тоже? А куда мне идти-то? Ага, вот. Живо внутрь, все сюда. А мне-то где заныкаться? Ну, давай так вот. Бля, хорошая винтовка. Прям с одной подачи всех убивает почти. Либо мне везет им в голову стрелять. Да, вот один выстрел и все. Отлично. Отступите к особняку. То выйди, то зайди. Вы хоть определитесь, толкайте шкаф. Вот этот что? Ну давай. Баррикадируемся. Хорошо, все под контролем. Быстро встаньте окна. Джон, твои окна вон там. Чарльз, у тебя дверь сбоку. Артур, бери на себя окна с задней части дома. Да, запросто. Наши? Не наши. Есть еще кто? Не видно ни хрена. Все в дыму. Ну-ка, вот это окошко.
Вот, вижу парочку. А он что, еще не подох? По-моему, там еще где-то один. Да, серьезно, один выстрел, один труп. Выпрыгните в окно и найдите Сэдди. Сэдди, я иду. Да, блядь, я запутался. Вот. Бля, ящики, хуящики, всякая тяженя. Где баба? Где тут? Она уже тут всех убила. Молодец. Почему ты не пошла в дом? Да, вот людей убивала. Чтобы все пропустить. Давай, Артур. Защитите Сэдди. Я ему яйца отстрелю. А чем мегазрение это не работает? Он почему-то встает именно. Где еще? Блять, я их не вижу. Твою мать. Я думаю, именно с Эдди мы и начнем. Но винтовочка хорошая. Прям лупит и лупит их. Типа один выстрел, один труп. Годно. Что за долгие загрузки? Так, блять, у меня винтовку забрали. Ну зашибись. А чё, типа, нельзя уже больше винтовкой пользоваться? Заряжаемся тогда, чё? И шапочку сбили. Вот эти два пидора меня замочили в прошлый раз. Я ему или яйца, или ногу прострелила, может быть даже все вместе. Так, где? Я не вижу. О. Так, ну, на секунду появляется. Надо заряжаться. Лекс это Готов. мега хорош. Так, тоже за бочкой заныкаемся. Здорово, Лёх. Чё? Попался? Где-то он там, по прямой, за кустами ныкается. Дерево там, говорит, такое. Разнодим памятник. Мужик. Вроде завалил. Лекс это ультра мега мясо. Тихо, что ты говоришь? Лекс это неплохо. Да, типа того. Неплохо. Ультра-мега настрал. Так, опять, ну, чё, откуда? Что-то много народу-то. А главное, лошадь не убить. Все, они удирают. Берегись, трусы. Порядок? Ну да. Ну только Кирану не повезло. Ну да. Бедняга. Мистер Свонсон, возьмите этого парнишку и похороните. Где-нибудь рядом, но только не слишком, разумеется. Чарльз, помоги мне убрать тело. Нужно здесь все убрать. Мистер Пирсон, мисс Гримшо, я уже занимаюсь этим. Ну же, за работу. Ольма Дрискл. Этот человек умеет ненавидеть. А я тоже, Артур. Я тоже. Чуваку взяли, блядь, башку отрезали, еще глаза выковырили. Посадили его и типа в знак отправили нам.
away from here. So, Подальше отсюда. Нам начинать искать какое-то новое место для лагеря. Артур, ты размениваешься по мелочам. Ты не видишь, какие огромные у нас проблемы и возможности. I'm not sure I Я не get очень тебя понимаю. son. Поймешь, сынок, You will. поймешь. Meet me near the Встретимся у station. трамвайной станции. We got work. Нас ждет дело. Shall we? Ну что, давай? Ага. Сейчас опять всех речку покидают, урод ебать. Там, наверное, река трупов просто уже течет. He saved my life, and I Он couldn't спас мою жизнь, а я не смог спасти его. Mrs. Adler fought Мисс Адлер сражалась смелее любого из нас. She Ей движут могущественные силы за пределами моего понимания. understand. That's what love is. Наверное, такое и сделала любовь. Классика какая-то играет. Тарам-там, тарам-тарам-там-там. Посмотрим, что там, может быть, где-то еще какие-то миссии появились. Дач в городе. Он на этой какого. Дача у нас находится на трамвайной вот этой хрени. Там чисто ограбление будет. Да и все. Никаких побочек, ничего такого. Ну ладно. Пошли туда. Где лошадь? Так, позовем. Лекса ТР. Здесь что, сюжет есть? Я думал, здесь просто лошадей с поезда сбрасывают по рофлу. Нет. Нет, тут весь сюжет. Но я тоже так одну лошадь просрал. Поэтому я стараюсь. Да иди отсюда. Вали от меня. Saved my life one time. Да. Miss him. Персонаж автоматически к ней поворачивается. Chance. Я не хочу с ней разговаривать. We shall. Иди от меня. Грязная баба. У меня тоже так лошадь я просрал. Когда первый раз проходил, она влетела, по-моему, в состав. Долбанула в поезд, короче. Поезд ее колесами. Херак. И все. Лошадь я дорогую покупал. А эту вообще я типа так поймал. Объездил и норм. Поэтому я стараюсь сохраняться, чтобы вот такой вот шняги не было. Нет, не тут. Нахрен мне новая ячейка. Так, давай. Ну, судя по времени, я только до дачи доеду, посмотрю, что он от меня хочет. И как бы вот. Че она туда не едет? Я заглючила. Мистер, отличная у вас лошадка. Может, глянем, насколько быстро она бегает. Кто победит, тот первым будет у дома Джексона. Да давай. А, кстати, первый раз мне мужик предлагал это сделать. Конечно, почему бы нет? Готовы? Вперед. У меня по-любому лошадь ее обосрет. Как бы арабский скакун гораздо лучше, чем у нее какая-то ебань. Я ее тупо по скорости сделаю. Че я, блядь, зря лошадь наглаживал. Единственное, если только куда-нибудь где-нибудь запнусь, там, я не знаю. Угу. Я вот так, она на перерез сучара. Ну давай тогда и мы на перерез. Почему бы нет? Она тоже нечестно играет. Главное, в дерево ни в какое не уебаться. Нормально. Че, прям до сюда идем? Я удивлен, что я выиграл. Ну и что, съела, сучка? Давай. Денег должна. Проклятие. Чертова лошадь, надо же было ей именно сейчас меня подвести. Мне хоть дорогу связать, овца.
Ну, вот так. Safe out there. Береги себя. Я думал, мы хоть на что-то играем, там, а тупо на интерес прокатился. Ну и в пизду я. Так, не это. Ну, может быть, потом мы, типа, с ней еще попозже встретимся, и тогда уже на бабки сыграем. Вроде первый раз, я когда играл, мы, по-моему, на 10 баксов с мужиком спорили. А сейчас нихуя, бесплатно. Ну окей. Порося какого-то режут опять. Ну или колят. Как не подъезжает Джон. Эй, кто здесь? Сиплым своим голосом. Охраняет. Как трезор. Ладно, нам в город, короче, к даче. Заплесневелая помойка. Это Роуз. Воротка. Где-то уже здесь должен быть Сен-Дени. Вот тут. Да, вон там, где труба дымит. Не в ту сторону. По-моему, возле Сен-Дени еще какие-то были побочки. Я типа хотел их отложить, чтобы добраться до побочки с этими чуваками. Ну, которые там дуэли устраивали и все такое. Ладно. Появится еще что-нибудь обязательно. Сен-Дени же это не финальная локация. Там вот город, который я проезжал, Эннесбург. Нам же туда тоже потом. Потому что я помню, что часто мимо него ездил. Значит, там где-то будет и лагерь. Ну, это типа в следующей главе. Сен-Дени глава не последняя. Так, мы наконец-то в городе. Надо повнимательнее немножко ездить, чтобы никого не задавить. Короче, что, по времени слушаем диалог дачи. Будем закругляться на сегодня. Мы типа возьмем у него квест. И на следующем стриме, уже с самого начала как бы квест, мы продолжим. Либо можно заехать к оружейнику, допустим. Давай, пока я рядом. Патронов докупим. А то тут и на револьвер патроны. Раз. Ах ты, сука. Ёбаный урод. Ну-ка, стука. Блять, то туда, то сюда. Давай-ка мы его поймаем в лассо. Не ловится. Блять, как бы ему там долбануть-то? Козел. Ну чё, тебя ментам сдать, гандон? Я 800 у него взял. Он у меня 300 украл, а я у него 800 забрал. Нормально. Кстати, я к оружейнику уже шел. Ёбаные карманники. Привлекает. Где тут вход-то? Здорово. Каталог. Может, модификации глянуть, хотя тут
Ничего там прям какие-то хорошие статы оно не поднимет. Боеприпасы, да. Ну, только. Я еще маслом пользовался. Да. Ну, неплохо. Пускай этот карманник там связанный поваляется, одумается. Нехуй деньги воровать. Давай к дачу. Где он? Во дворе прям стоит, что ли? Out of the way, please. Мешается, блядь. За него квест закрытый. Надо в определенное время подходить. Ладно, давай тогда сохранимся просто. И потом на следующем стриме продолжим. Потому что сейчас придется ждать, чтобы послушать один диалог и заканчивать. Не вижу смысла. Ладно, ребят. Будем на этом заканчивать игру. На сегодня хватит. Типа того. Всем спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.